Мальчик, смотри, я снимаю свое лицо. Все, что в потемках ты принял за истину глупый. Я становлюсь голодной, я становлюсь лисой. Ветер уносит ресницы, глаза и губы. В мире за каждой маской сидит зверья. Волки, медведи, собаки, свиньи, куры. Я буду нежно снимая с тебя твое личико, милый, снимая твою шкуру. Прыгай же выше сосенных хочу. Я навсегда, я вечно буду с тобою. Лица, как листья, летят в ледяной ночи. Можно носить любовь. Да не пугайся, не стой предо мной столбом. Маски меняй, здесь миллионы милых. Нет ничего скучнее, чем быть собой. Это под силу только костям в могилах. Флейта играет, и тени смыкают кольцо. Над догорающим прошлым и тихо хочет. Милый, смотри, я снимаю с себя лицо. Я становлюсь кем хочешь. Я становлюсь кем хочешь. Прыгай же выше сосенных нахачи. Я навсегда, я вечно буду с тобою. Лица, как листья, летят в ледяной ночи. Можно носить любовь, можно носить любовь. Всех приветствую на стриме, кто вдруг есть, или не вдруг, а точно есть, и тех, кто в записи этот стрим когда-то будет смотреть. И снова здрасте, Оливка, и снова здрасте тем, кто вдруг застал этот самый секретный, супер-пупер секретный стрим, которого уже никто никогда и нигде больше не увидит. Тем снова привет, а тем, кто этого не застанет, то и не застанет, и вы этого больше никогда и не увидите, и не видите в принципе. Так что дубль 2, и сделаем вид, что так и должно быть. Всем привет. Заново. Все с самого начала, все заново. Так, первым делом. Мышка есть. Все работает. Все чики-пики. Все. Значит, сейчас будем играть по-настоящему. Точно уже точно, все точно. И в итоге, что это была за фигня с исчезнувшей мышкой? Это была какая-то магия, которую я так и не понял, из-за чего она произошла. Я просто что-то там в захвате окна галочки потыкал, поменял на всякое другое, и оно заработало. Почему оно на прошлом стриме все работало и до этого нормально, а сейчас перестало? Не знаю. Магия. Я так и не понял причины, из-за чего все началось, но главное, что все заработало. И да, это главное. Самый супер секретный стрим был на смуте. Это еще один, да. Там даже прям не только 20 минут сидения и ковыряния в настройках OBS, а там прям стрим, прям игра была, прям больше часа или где-то в этом роде. Я не помню сколько точно, но прям играл я сидел. И MX то ли один, то ли кто-то еще там застал даже этот супер секретный стрим, который был супер стрёмный, супер смутный стрим, как он и назывался, собственно. И никто его больше не увидит, потому что это было ужасно мягко, очень мягко говоря, супер мягко говоря. Там я еще недавно замечал, что там вышла Смута 2, но которая не Смута 2, а которая Земский собор, но которая один в один как Смута, так что... И там уже второго смутного стрима по ней не будет точно. Даже не просите.
Что было на том стриме, остается на том стриме. Да, именно так. Просто 20 минут немножко поболтушек, немножко моих психов, самую малость, где я прям негодовал из-за долбанного ОБСа, который любит меня постоянно выбесить неожиданными шоколадками. И он успешно это делает время от времени. Но несмотря ни на что, мы все преодолеваем. К сожалению, не застал, но увидел его. Да? Вот и хорошо, что не застал, да. Вот и хорошо. То этот ужас никто не увидел, кроме меня. И не увидит. Так, ладно. Все работает, все хорошо. Напоминаю еще раз, мы закончили на том, что мы спасли Катю в ветке с командой Вольтрон, на ветке с Ромой и Бяшей. И остановились прямо на том, что мы должны сделать вот такой очень сложный выбор, но который я уже заранее знаю, какой я сделаю именно. С кем пойти, кого проводить до дома. Будь это какая-то другая ветка, я бы тут очень сильно задумался, наверное. Но так как мы идем сейчас именно по пути типа с Катей и с командой Ромы, то я решил, что мы тут пойдем именно с Катей, потому что у нас будет своя уже отдельная ветка с Полиной, где мы, как и на прошлом стриме, будем опять там начинать новую игру заново и там идти по ее ветке с самого начала, чтобы вспомнить, где там что там с этим амулетом что-то будет связано, я помню. Уже там полноценно будем до самого финала идти по ее ветке, и уже тут будем... И уже там будем вот этот выбор с ней делать. И не только этот, а и вообще, в принципе, все. Так что сейчас пойти искать. Продолжаем. Кстати, что там со звуком? Не надо ничего громче, тише делать ли? Уточняйте, пока я окунаюсь обратно в игру. Норм все? Тогда окей, тогда погнали. Я посмотрел на Полину. Она невинно улыбалась, но меня не подкупила эта улыбка. И хотя снежная мгла заволакивала двор, теперь я видел гораздо лучше. Я по-прежнему не доверял Полине. Прости, Полин. Кате моя помощь нужнее. Игры нет? Прекрасно. Почему и нет? О, уже есть. Что это было? Внезапно еще какая-то багулина внезапная появилась. Блин, хорошо, что вы хоть заранее сказали, а то мы бы так и дальше играли. Ладно, неважно. А что там, зависает или что? У нас другие багулины теперь будут появляться или что происходит? ОБС. Не беси меня, ты меня сегодня решил выбесить прям по полной или что? Да, у вас просто зависает. Изображение, в смысле, не игра. Игра все работает нормально, но и просто изображение у вас зависает. Не, ну вы свидетели, это уже какое-то реальное издевательство надо мной со стороны игры или ОБС. У вас уже зависает? Или это только у меня в ОБС? Ой, какая музыка напряженная. Лагает, да? Но это не лагает, это просто вот игра идет, и у вас просто зависло. Изображение, которое стримится из ОБС вам на YouTube и на все остальные площадки.
Зависает мгновенно. Еще и битрейт что-то начал скакать. Пресвятые еноты. Оливка. Это просто жопа. Тут пресвятыми енотами не обойдешься. Это давненько у меня такого не было, чтобы меня просто одно за другим какая-то ересь происходила. Это полный капец. Во всем снег виноват. Ох уж этот снег, да, Эмикс? Всегда... это он нам отомстить решил. На прошлом стриме я говорил, что все снег все нормально с ним. Теперь он нам нипочем. Но не тут-то было. Снег нам решил устроить веселуху. Еще зависает или уже нет? Да, еще зависает. Угу. Ой. Я сейчас буду матюкаться. Честное слово. С мышкой вроде разобрались. На тебе. Еще новое занятие. Прекрасно. Обожаю такие моменты. Вы даже себе не представляете, как я их обожаю. Если так... Блин, давайте, может, если сейчас перестанет зависать... Вроде перестало, да? Может, давайте вот так, что ли? По углам будут такие немножко черные полосы, но зато и у меня мышка работает, и не зависает, и более-менее все окей. Или я могу растянуть, просто будет... все даже будет нормально. О. Я просто думаю, что там немножко будет криво из-за вот этих вот фиговин. Но вроде нормально все получится. Воу. Норм? Ну тогда все. У вас там теперь все нормально, у меня тут все-таки будут эти черные полосы, но пофиг. Ничего страшного. Главное, что ничего не подвисает, мышка есть. Все. Пойти с Катей. Посмотрел на Полину, невинно улыбнулась. Прости, Полин. Кате моя помощь нужнее.
Ей будто пощечину отвесили. Глаза Полины сузились, а улыбка завяла, и губы задрожали. Если ты, конечно, не против. Ты же не против, Полин? Если что, держите меня в курсе, если вдруг опять что-то зависнет, будет лагать или еще какая-то фигня. А то сегодня стрим, и в принципе сегодня день какой-то очень, очень странный, мягко говоря. Немую сцену прервало появление Ромки. Опачки, он вышел из-за угла, низко опустив голову. Оп, стоп, мы подошли из-за угла. Казалось, потеря друга давит на его плечи физически ощутимым грузом. Катя взяла меня под локоть, но я не обратил на это внимания. Роман! Полина бросилась к Ромке и обняла его. Ромочка, мне было так плохо без тебя. А разве она не говорила под конец прошлого стрима, что они вообще не пара, ей вообще на него как-то пофиг? Где ты пропадал? Помедлив, Ромка положила руки на спину хныкающей Полине. Быстро она переобулась. Не обидно, Что- Антон? Что-то тут не так. А то. Быстро она переобулась, вот-вот. Прям с языка сняла. Ну надо же сцену перед ГГ сыграть. Ну вот это еще больше мне подкинуло к подозрению к Полине. Мало того, что там насчет собаки с ней как-то связаны какие-то подозрения, что она какая-то там... Ну, как минимум, не любит животных, а как максимум что-то там еще скрывает наверняка. А тут еще и... Тут еще и мы видим, что она любит сценки поустраивать. Всяческие. Я мотнул головой отрицательно. Ромка поднял голову, привычная нагловатая усмешка победителя появилась на его лице, но сразу пропала. Ну не реви, не люблю этого. На уроках была? Было. Бяша объявлялся? Нет. Рома сплюнул в снег, только сейчас он посмотрел на нас с Катей. А вы Бяшу видели? А если бы мы выбрали пойти проводить Полину, сейчас бы тут начала, наверное, драка какая-нибудь, ну или перепалка как минимум, если бы он прям спалил нас на горячем. Ну еще бы это, Катя 100% бы что-то там язвила в нашу сторону и поддакивала, чтобы он и наоборот еще больше на нас агрился. Прям я почти уверен, что так и было бы. Я качнул головой про себя, удивившись. Мы же оба прекрасно видели кроссовок, и Ромка подтвердил, что он его друга. Вряд ли Бяша сам подарил обувь маньяку и бродил по поселку босиком. Ром, Бяша был в гараже. Это не факт, не надо, блин, его это самое. Был и что? Мы тоже были живы, здоровы. Вот-вот, и я так думаю. Кроссовок вообще ничего не значит. Он не казался мне здоровым. Я не успокоюсь, пока не выясню, что с Бяшей. Ты у нас тоже нифига не здоров. Я про твои таблетки вообще молчу. Я про Антона. Вынув из куртки пачку распечаток, он отделил десяток бумажек и ткнул мне. Развесь вдоль дороги. Я даже не успел их толком разглядеть, как Катя потянула меня в сторону. Конечно, конечно. Любой каприз за ваши деньги. Вы смерть видели? Нет. Значит, по всем законам кино он жив. Ага. И в финале он нас еще спасет от чего-то наверняка. Как обычно тоже бывает по жанрам всем вот этим вот. А если финансы поют романсы, ищи дурачков дальше. Да и Рома как будто тоже не прям здоров. Ну, мы знаем, чем все кончилось, когда у нас была ветка в 4-м эпизоде или в 3-м эпизоде с Полиной, и чем там все кончилось. Так что, может, с Бяшей у него тоже голова немножко поехала от потери близкого человека. Какао. Какао, 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 какао.
Рома припустил Катины комментарии мимо ушей. Он потрепал Полину по плечу. Идем, малая. Малая. Одной сейчас быть нельзя. Не, нельзя. Идем, Ромочка. Я столько всего тебе хочу рассказать. С катертью дорога. Напоследок Ромка перехватил мой взгляд и кивнул, словно у нас с ним была одна тайна на двоих. И жили они долго и счастливо. Ну, как бы тайна, да, он нам по гроб жизни благодарен, как бы все дела. Да и ты тоже мерзкая, ты такая. Вообще жизнь ничему не научила. Катюш! Так. Мы подняли глаза к окну второго этажа. Вернись в класс! Придется тебе меня подождать! Ну и к чему тогда вот этот выбор был? Проводить ту или ту, если мы в итоге никого не проводим? Ну вот. Неожиданный поворот. Работы море. Лилия Павловна, я могу Катю проводить. Правда? О, это было бы чудесно. Но, Кать, дома и поесть нечего. Я приготовлю, мам! Все будет хорошо! Мои вы славные. Ну, будьте аккуратны там. Конечно! Если учитывать, что отец Ромы был в Афгане. Ну да. О, новая моделька Кати, мы такой еще не видели. Мы двинулись по дороге. Пепельные тучи заволокли небо, скрыли солнце, придали всему оттенок плесневелой серости. Еще раз прости меня. За сегодня и вообще. Ты, наверное, думал, я какая-то гадина? Я и сейчас так думаю. Честно, посещали такие мысли. Ну и дурак! Хотела же честно. Я тогда тоже буду честной. Думаешь, я тебя задевала, потому что садистка? И это тоже. Да-да-да, как бы не так. Да-да-да. Я не знала, как по-другому привлечь твое внимание. Такой себе способ. Я посмотрел на Катю удивленно. Вы, мальчики, такие недогадливые. Ай. Катя поморщилась, и мы остановились на миг. Все нормально. Пойдем дальше. На костылях, наверное, очень неудобно. Банальности спасали от смущения, которые вызывали откровенные слова Кати. В голове стоял яркий образ. Наши руки соединяются на заднем сиденье Бобика. Привыкаешь. А вы, девочки, такие запутанные. Мама очень помогает. Ей и так одной нелегко, а тут еще я калека. Я могу спросить? Рискни. Твой папа... Как говорила Оливка, спец по вот этим вот делам ножным, если это можно так назвать, то без 2 пальцев можно спокойно ходить без костылей, как она выразилась. И вообще без пальцев можно, так что либо она, может, вдруг притворяется, либо там что-то пожестче, чем просто 2 пальца. Я не помню, или нам не показывали подробности, что ей там отрезала в этой мясомашине. Катя поджала губы. Я зашел на опасную территорию, но чуть расслабившись, она сказала. Папа работал в психодиспансере. Так. Я столько от него узнала про наших милых соседей. Видимо, старалась соскочить с темы. Возьми Полину. Там семейка еще та. А вот это уже интересно. Это же ее отец сдал бешеную маму в психушку. Вот как. Я могу тебе скинуть фотку стоп человека без пальцев. И ничего, ходит. Ну это логично, да. Ну, я таки подумал, когда нам только показали Катю на костылях. И тогда появилась мысль. Всего 2 пальца и все. И прям уже костыли. Еще не 1, а сразу 2. Как будто она вообще без ноги. Была такая мысль.
Пальцы можно потерять из-за сахарного диабета. Вот. Харитон? Самый. Хотя не скажу, что без оснований. Мама Бяши слухи распускала. Даже не слухи, а так, бред несла. Говорила, что люди в поселке одержимы бесами, что дед Харитон черт. Насинячилась с утра пораньше, вот черти и мерещится. Вот это уже новая информация. Полезная. Лор, так скажем, раскрывается. Не, первое время костыли будут, а потом привыкается. Ну, разве что так, да. Когда ее закрыли, Харитон стал присматривать за Бяшей. И про папашу Ромки отец рассказывал. Который в Афгане был. Знал, что он проходит терапию как наркозависимый. Да-да-да. Ага. Из-за этого и лупит сынка. Не удивлюсь, если Ромка сам скоро встанет в диспансере на учет. С такой-то жизнью. Мне было неприятно слушать о темных сторонах людей. Наркоманы, больные женщины. Я вновь подумал, что мрак обитает не только в лесу или в затянутых паутиной углах старых домов. Часто он копится в головах и пробуждает что-то опасное. Демонов, потаенных зверей. Что мы все о других? Расскажи о себе. Не-не-не-не, мне все очень интересно, продолжайте. А что рассказывать? Ты и так все знаешь. Побольше лора о других персонажах игры. Ничего я не знаю. Ты сказала, папа работал. Он уволился? Так бывает. Жизнь такая. Катя отвела взгляд в туман, ползущий впереди. Имеешь дело с психами и сам теряешь разум. Папка нашел себе молоденькую медсестру и слинял с ней кобель. Маме пришлось вертеться, чтобы я ни в чем не нуждалась. И преподавать, и воспитывать меня. Знаешь, как она меня любит? Если бы меня не стало, она бы, думаю, руки на себя наложила. Так что ты, считай, двоих спас. У меня в голове нарисовалась яркая картинка. Дети ждут начала урока, но вместо их учительницы в класс входит директор. Он говорит, что литературы сегодня не будет. Лилия Павловна умерла, повесилась. Осуждаем на всякий случай. Воображенная сцена ошпарила болью сердца и вернула меня в тот трагический день. Катя в раструбе мясорубки, ее изувеченные пальцы. Я заморгал, борясь с наваждением, и задал осторожный вопрос. Ты помнишь, как тебя похитили? Вот, ну наконец-то. Я уже ждал, когда же этот момент наступит, когда нам хоть что-то скажут об этом маньяке. Кто, что, где. Или сейчас она просто скажет: не, я ничего не видела, ничего не помню. Было очень темно. Катя сглотнула слюну. Я отругал себя за длинный язык. Нашел о чем спрашивать. В общих чертах. Он подошел сзади, схватил и я, наверное, потеряла сознание. Ну, это не то, что я ожидал услышать. Знакомая до дрожи история. Потому что как иначе это объяснить? У него было твое лицо, Антон, а потом как взмыл небо. Да-да-да. И дальше такая чертовщина началась. Бррр. Интересно. Я поняла, что это всего лишь кошмар. Потом, когда очнулась, смотрю, он тащит меня по снегу. Я кошелек хвать, бросила на дорогу. Надеялась, кто-то найдет и... Жуйка. Жулька. Не жуйка, а жулька, пардон, опять. Жуйка нашла и всех спасла. Спасительница, как мы помним. Катя встала напротив многоквартирных домов. Таких было всего 2 в поселке. И отвернулась.  Я услышал, что она плачет. Что, Кать?
Я 12 лет, Кать. Но не надо, все позади. А ты знаешь, чего я больше всего испугалась в мясорубке этой? Что умру и не признаюсь тебе. В чем? Катя резко повернула ко мне покрасневшее лицо. Какой ты кретин, Антон Петров! Ну, спасибо. В том, что ты мне нравишься! Я опешил. Я услышал собственные слова, прозвучавшие словно издали. Ты мне тоже, Честно? честно. Я вытер слезы с ее просветлевшего лица. Конечно, нравишься. По-моему, это очевидно. Все вам, парням, очевидно. А девушки хотят слышать. Мы ушами любим, знаешь такое? Я очень многого еще не знал. Блестели Катины слезы, снег осыпал перекресток, будто развилку с разными вариантами, с непохожими жизнями. Мне казалось, что этот момент очень важен, и его надо увековечить. Разрешишь тебя нарисовать? Катя улыбнулась и утерла слезы. Только не зареванный. По рукам. Она перевела взгляд на панельное здание. Здесь я живу. Круто. Ты в этом отличилась от всех. А мы были у нее дома, только не в оригинале, а в моде, если я правильно помню. Не все девушки любят ушами. Вот. Нечего тут за всех отвечать. Родителям выдали квартиру. Учитель и врач – важные люди в поселке. Комфорт с видом на мусорную площадку. Прекрасный пейзаж. Я выбрал бы мусорки вместо чащобы, окружающей наше жилье. Жаль, нет лифта, мучаюсь костылями. Не просто добираться на 3-й этаж. Ты позволишь? Когда-то мама рассказала, как на свидании с будущим мужем, моим папой, подвернула ногу. И папа нес маму на руках 2 квартала. Тогда она и решила, что будет вместе с этим мужчиной. Окончательно спятил! Придурок, я ж тяжелая! И посмотрите на это лицо. Как пушинка. Ну да, конечно. Смотри, лапы-то свои не распускай. А то маме расскажу. Я взял ее на руки и понес к квартире. О, сейчас начнется. Навстречу нам вышла дворничиха. Надеюсь, правильно назвал. Грызущая казинак. Ее мучнистое лицо расплылось. Вот так вот. Да. Картина маслом, Ага, как ага. в сериале бразильском. С вашими сериалами. Ну, молодец, мальчуган, как несет-то, а? Ой, идите куда шли, блин. Люди добрые, поглядите. Не надо сюда глядеть. А говорят, американское кино молодежь попортила. Есть еще добрые молодцы. Ух, М, я промычал что-то смущенно, а вот Катя покраснела как помидор. Хоть она и была легкой, но на ступеньках меня стало водить из стороны в сторону. Костыли, которые она держала, изредка ударялись о перила с металлическим звоном. Катя смущенно хихикала. У нее вдруг стало такое лицо, точно она запоминала каждый миг этого восхождения. А я изо всех сил старался не сопеть и держаться прямо. В спину доносилось подбадривающие реплики. Она все еще там стояла, еще что-то бубнила. Настоящий кавалер! Женись на нем, Катька, как подрастешь! Ох уж эти мальчики. Подходят, поднимают тебя и переставляют туда, куда хотят. Да вообще. Много себе позволяют. Ну, правда, все запоминается, каждая ступенька. А то. Катя прыснула. Обязательно! Да, естественно.
Ой, на 3-й этаж поднимались, как будто на 10-й. Я осторожно поставил Катю на бетон у порога ее квартиры. Она, радостно озираясь на меня через плечо и прикусывая губу, отперла дверь. Спасибо, силач. Проходи, я пока перебинтую ногу. Пришлось научиться самой. Она скрылась за дверью в ванной, а я вошел в опрятную комнату. Это та самая комната из моды или нет, я не помню. Помню, там был телевизор. С еще одним репортажем. И очень интересным. Метель, которая снова завела свою песню снаружи, придавала теплой спальне дополнительный уют. Ну да, атмосфера присутствует. Я вспомнил нашу прежнюю городскую квартиру. Там пахло выпечкой и звучал родительский смех. И там, и тут я чувствовал себя в безопасности. Так. Медали за участие в детских и юношеских соревнованиях по художественной гимнастике. А я и не знал, что она юная спортсменка. Катя многого добилась, прежде чем очутиться в черном гараже. Чистокровный японский маффан. И спортивный инвентарь рядом. Легко представить, как она тренировалась здесь под музыку. Здесь Катя прихорашивается и любуется собой. Косметики больше, чем у моей мамы. Неудивительно. Рыбки неприхотливы. Идеальный вариант, если часто уезжаешь. А Катя периодически отсутствовала на уроках. И в поселке ее не встречали несколько дней кряду. Можно покормить твоих рыбок? Только чуть-чуть. Если корм загниет, они умрут. Покормить. Покормить. О, вы покормили рыбку. Все? Не разбираюсь в куклах, но это точно стоило немалых денег. Мама балует единственную дочь. Только почему пластиковые девушки чаевничают, а у Кена отвинчена башка? Действительно. И мы это у нее спрашивать, естественно, не будем. Так, вроде все посмотрел. Из мелочи. Катя с развивающимися лентами приподнялась на носке, грациозно отводя взгляд. Грациозно отведя назад другую ногу. Сколько плавности и изящества в ее позе. Это там картинка, что ли? Почему мне так грустно смотреть на эту фотографию? Ну покажи, что ли. Я так увлекся, что не сразу услышал постукивание. Не все ближе. Прорезиненных наконечников костылей. Увидел Катю в отражении и обернулся. Она провела взглядом по комнате и вздохнула. До сих пор не верю, что все это позади. У меня только что были небольшие флешбеки вот этих всяких скырлы, которые в гостях у Полины к нам за спиной выехали. Кто помнит. Ты наконец купил зайца в Стиме. О боже мой, я что, спалился? Все, что нужно знать. Кен козел, все, что нужно знать. Наверное, не знаю. Или что это было? Не понимаю, о чем вы. Или вам не показалось? Или только звук был? Мне показалось. Значит, ОБС не захватывает. Ну и хорошо, наверное. Мама всю жизнь грезила о спортивной карьере и вбила себе в голову, что я обязана воплотить ее мечту. Ну, это классика.
Самая классика из всех возможных классик. Мне так жаль. Все эти медали, фотки. Как ты будешь жить без гимнастики? Уж точно не пойду в паралимпийскую сборную. Катя вдруг заулыбалась. Антон, меня тошнило от гимнастики. Встань так, встань эдак. Что за чушь? Единственная хорошая вещь, которая случилась за последнее время, я не обязана больше мотаться по соревнованиям. Да-да-да. Да-да-да. Теперь я делаю то, что мне вздумается. Кто пуп земли? Катя пуп земли. Да ты что? Вот ты, конечно, мнение о себе возомнила. Пуп земли. Так, сейчас я кое-что проверю. Короче, Барби есть много всяких вариаций, а Кен всего один, и он любит Барби, каждую. Козел неопределившийся. А, вон оно чё. Вон оно чё. Она рассмеялась, показывая, что шутит. Но в каждой шутке, как говорится, мы поняли, да? Что-то я не замечал, чтобы тебя в чем-то ограничивали. Это что? Критика? Ты считаешь меня избалованной? Так как я смею? Ха! Катя игриво замахнулась костылем. О, сейчас полетит. Поговори мне тут, Петров. Сейчас кто-то получит. И вообще, хватит прохлаждаться. Ты поможешь мне с ужином или как? Попытаюсь. Катя провела меня на кухню, открыла ящик и замерла, настороженно вглядываясь внутрь. Что там, мыши завелись? Она нервно помотала головой. Достань, пожалуйста. Я приблизился к ней и тоже посмотрел в ящик. Мясорубка. Посмотрел на мясорубку, притаившуюся среди кухонной утвари. Конечно. Я взял мясорубку, почувствовав холодок под сердцем. Поежился, заметив в раструбе корпуса привинченный к валам нож. Я сказал себе, что допотопная чугунная штуковина не имеет ничего общего с промышленной махиной из гаража. Ну-ну-ну. Наблюдая за мной, Катя как-то притихла, потускнела. Не могу заставить себя крутить фарш. Понимаем. Плохо становится. Угу. Предоставь это мне. Это была бы просто ирония из всех возможных ироний. У меня, помню, была такая. Я успел ее застать. Мясорубка? Пока я цеплял мясорубку к краю стола, Катя зазвенела посудой и захлопала дверцами холодильника. Она выкладывала в миски мясо, лук и сухари. Взбодрившись, нарезала овощи для салата. Я закинул в мясорубку ингредиенты и взялся за дело. Береги пальчики. А ты береги ножки. Винтовой стержень вращался вслед за ручкой, продавливая куски свинины к ножам. Готовый фарш валился сквозь решетку. Тщательнее перемалывай мясо. Блин, от нее это слышать в такой момент, это просто ситуация такая ни на что не намекающая, конечно. Не бойся, эта мясорубка никогда не сломается. Я скривился, вспомнив лезвие, окрашенное в человеческую кровь. Катин палец, болтающийся на лоскуте кожи. Тайком выдавил на язык таблетку и разжевал. Так. Сейчас начнется тогда. Раз уж он выпил таблетку, значит сейчас что-то начнется. Сейчас пойдут галюны. Или еще какая-то ересь. 100 пудов. Это правда никогда не ломалось. Подтверждаю.
Лекарства успокоили, страх спрятался в нору. Мы с тобой как странная семейка. Маньяков. Дорогой, что на ужин? Арш! Я поддержал игру. Котлетки, дорогая. Я ела бы их 3 раза в день, дорогой. Еще бы он назвал коровянка, это был просто бы... не знаю... Шутка от разработчика максимальная. Помню, как всегда, все раньше шутили и делали всякие шорты и прочее, с этими кровянками, искать и котлетами и всем разным другим. А тут прям в игре сами такие же разговоры про это. Напрямую. У меня для тебя хорошая новость. Котлеток хватит до следующей зимы. Мы дурачились, и волнения вступали вместе с тошнотворными видениями. Антон! Ой-ой-ой, мини-игра пошла какая-то. Это что, надо выключать, что ли? Ты посмотри, как подрумянилась корочка. Так. Теперь котлеты. Запах такой, что сейчас даже соседи придут. Первый раз так хорошо получается. Кукинг-симулятор, внимание. Почти как в ресторане, скажи. Выходит, не хуже, чем у мамы. Кстати, вы там говорили, что у Куплинова вышел ролик. А вы сами хоть не смотрели? Ой, Не думаю, я что они отвлекся. должны быть настолько черными. Подумаешь. Вы сами хоть не смотрели там уже у него? Я потом, наверное, тоже гляну, когда уже сами все пройдем. Ну, потом, не скоро еще, наверное. Вот это тарантиновские диалоги. Катя втянула ноздрями аппетитный аромат. Блин, мне сейчас самому захочется поужинать. Слюнки текут. А вы приготовили ужин. Игра прям констатирует факты. Мое почтение. Еще не смотрела. Молодцы. Уважение вам. Но такого жениха любая с руками оторвет. Катя отступилась и покачнулась над печкой. Мне пришлось поддержать ее, обняв за талию. Лишь потом я, покраснел, осознав, каким смелым получился этот жест. Нет, руки отрывать не будем. Ты меня крепче держи, пока я дегустирую. Ну что за рисовка? В смысле хреновая? Наконец-то то, о чем я мечтала, убивая себя тренировками. Можно лопать вкусняшки и не думать о дурацких диетах. Ага. Жареная картошечка с котлетками да на масле. Картошечка с котлетками. Сразу вспомнилось вот это вот самое... котлетки с макарошками, не, с пюрешкой, Хочешь кусочек? Катя протянула мне насаженную на вилку котлету и маняще улыбнулась. Я и сам не заметил, как стал есть ее рук, при этом глупо улыбаясь. Котлеты были прекрасны, пышные и нежные. Когда тарелки опустели, я предложил. Добавки? Кать, все хорошо? Она молчала, терла пальцами висок. Не надо было тебе перетруждаться. Что происходит? Просто немного... Она втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Голова кружится. Можешь проверить, у меня нет температуры? Ой, какая артистка. Вы посмотрите, какая артистка, а? Я протянул руку. Нет. Попробуй лоб губами. Ага. Мама так всегда делает. Ну прям в театре выступать. Меня опять просветило неприятное чувство, что Катя играет со мной. А градусника у тебя нет? Но ты не понимаешь, это другое.
Всю котлету слопал. Да ты видела, прямо щеки надул, как будто он не одну котлетку там, а целую миску этих котлет напихал. Ну ладно. Ну ладно. Я наклонился и быстро прикоснулся губами к Катиному лбу. Вроде не горячий. Доведи до постели, пожалуйста. Я помог Кате добраться до спальни, и она забралась под одеяло. Полежи со мной. Ну, продолжение продолжается, да. Я окончательно смутился. Это как-то чересчур. Вы, мальчики, почему-то не умеете определять температуру губами. Ох уж эти мальчики. Чересчур составить подружке компанию? Мама скоро вернется и заменит тебя. Полежи, пока я не усну. Тем более, пока сейчас мама придет и сейчас это увидит, и будет полный капец будет. В ее взгляде скользила мольба. Я кивнул и устроился рядом. Катя щелкнула выключателем, и свет погас. Мы лежали в темноте, слушая вой ветра. Катин палец мазнул по моему запястью. Наши мизинцы сплелись. Не нужно было ничего говорить, но Катя сказала. Ты мне правда очень нравишься. И что, у нас не будет никакой чертовщины происходить совсем? Прям просто такой спокойный романтический момент, что ли, будет? Или сейчас, как всегда, в лучших традициях, все так хорошо-хорошо, а потом резко что-то пойдет не так. Например, из-за таблеток, которых он только что принял. Скажи, если это взаимно. А то, когда мы там с Полиной и в похожей ситуации были, там тоже все начиналось очень хорошо, а потом немножко пошло не по плану. Я облизал внезапно пересохнувшие губы. Так. Голос донесся из-за угла. Я обернулся изумленный. Во тьме угадывались очертания ребенка, крошечного призрака, пришедшего по мою душу. Кать, Да, там кто-то есть. это лишь тянет моих наград, глупый. Я отвернулся от фигуры ребенка, и мой мизинец крепче сжал мизинец Кати. Кать, я хочу признаться. Ой, да какая любовь в 12 лет? Никакая. Вот именно. Я не нравлюсь тебе? Дело не в этом. Иногда у меня бывают галлюцинации. Зачастую после таблеток. Доктор говорит, я вырасту, и это пройдет. Я принимаю лекарства. Ты меня этим не напугаешь. Забыл? Мой так называемый папашка – психиатр. Ой, как все удачно совпало. Выпей таблетку, и все будет нормально. Ну да, ну да. Да-да-да. Нет. Я вынул из кармана пилюли. Так. Следующий выбор. Ну, голосование делать в этот раз мы, наверное, уже не будем, учитывая, что нас еще меньше, чем на прошлом стриме в этот раз. И мы в любом случае потом посмотрим и то, и другое. Давайте отказаться сначала. Я и так принял их слишком много. Поддерживаю. Хватит. Не хочу умереть от передозировки. Вы отказались от таблеток. Кать, Под боком я услышал сдавленные рыдания. Катюш, что случилось? Не в проглядной темноте комнаты что-то тихонько причмокнуло. И звук отрывающегося от кожи лейкопластыря. Ой-ой-ой. Я почувствовал, как стремительно сереет и напитывается липкой влагой мой носок. Моя задрожавшая рука нащупала выключатель. Свет вспыхнул, красные пятна расползлись по одеялу. Я отшатнулся к стене. Кать, у тебя рана открылась. И в панике я сдернул одеяло. Я готов был увидеть пропитавшиеся кровью бинты, но не то, что я увидел на самом деле. Ниже колена нога Кати отсутствовала.
В алой луже копошились жирные грязные крысы. Они жрали Катю, утопив жадные мордочки в пузырящемся мясе обрубка. Самая здоровенная крыса пыталась сосать костный мозг из осколка, белеющего в месиве. Катя завизжала. Стрим лег? В смысле? Не, все нормально. Не надо меня пугать. Может, где-то там на какую-то долю секунды, что ли? Нормально все. И у меня показывает все нормально. Катя резко села и повернула в мою сторону бледное лицо. Под кожей вздулись вены, зрачки закатились. Я? Она рычала, комкая простыню. Это ты виноват! Начинается. Это у меня VPN отвалился, извините. Понятно. Катя дернулась, и до меня дошло, что происходит. Ее тело проваливалось между половинками дивана. Откуда-то из бельевого отсека из недр мебели донесся рев мотора. Куда ты собрался? Ненависть и боль исказили до неузнаваемости Кати на лицо. Створки дивана приподнялись, ножки оторвались от пола. Никто тебя не ждет! Вот это пошла жара. Ты слабый и гадкий. Ты никому не нужен. Вместе со словами изо рта Кати полилась черная кровь. Дергаясь, как тряпичная кукла, как Катя погружалась в мясорубку. Я слышал хруст костей и приглушенный плач ребенка. Диван проглотил Катю по пояс, она барахталась, извергая кровь, как целящая. Не отворачивайся! Смотри, что ты наделал! Слабак! Пропустила мясо. Ну да, пропустила крыс. Самое приятное. Фонтан крови ударил потолок и мне в лицо. Мебель таяла, с дивана слезала обшивка, обнажая чугунные бока. Под обоями проступали металлические стены. Спальня превращалась в черный гора. Я не сбежал из него. Я никогда его не покину. Мясорубка полностью проглотила Катю. На поддон внизу хлынуло перемолотое мясо. И с юшки всплыло содранное с костей лицо. Побелевшие губы шевельнулись, остатки Кати обратились ко мне. Я при чем? Ни в одной из вселенных ты не сможешь меня спасти! Ничтожество! Крича, я бросился прочь от этого кошмара. Ветер выл в открытой двери. На пороге возвышался великан с громоздкой головой, увенчанной длинными ушами. И оскалом, напоминающим гноящийся шрам. Если такой, как ты, мы изгои, вся стая уже укусила луну, а с тобой приходится цацкаться. Мое мясо растворится в желудочных соках. Твоя душа достанется лесу. Твое имя забуду. Холодные руки чудовища легли на мои плечи, когти впились в мышцы. Гигант оторвал меня от пола и сунул головой в раструб. Тщательнее перемалывай мясо! Не бойся! Эта мясорубка никогда не сломается! У-ху-ху! Мои руки были вытянуты вперед, и они первыми угодили меж лезвий. Мои кисти упали в поддон. Через миг ножи отсекли мои руки по локтю. Из культей хлестала кровь.
лезвия приближались. Я почувствовал, как сталь врезается в мое лицо. Последним звуком, услышанным мною, был пронзительный вопль Оли. Я захрипел и открыл глаза. Крик Оли оборвался, но эхо еще звучало в голове. Боль прошла. Омерзительный заяц, лезвие, кровь — все это исчезло. Из черного гаража я перенесся в собственную прихожую. Так это все был сон. Опять галюны. Пошевелился легонькими руками. Не только гараж, но и весь последний месяц. И раненая Катя, и побег от маньяка. Все вымысел воспаленного мозга. Оля все еще была со мной, на полу, но не там, где я ее оставил. Теперь она лежала у меня на груди. Словно пока я находился в беспамятстве, она пришла в чувство и подошла ко мне, чтобы спасти. Позвать. Вынуть из клешни кошмара. А потом снова потеряла сознание. Я провел пальцами по ее теплой щеке. Метель, обрушилась на окна. Стекла громко дрожали в рамах. В тьме к дому двигались черные фигуры. Они были голодны. Они все еще ждали угощения. Вот мы опять вернулись к тому, с чему начинали прошлый стрим. Опять. Мне требовалась помощь, и я побежал, поскальзываясь в прихожую. Позвонить. Цепился в телефон. Сначала динамики безмолвствовали, потом проклюнулись тихие гудки. Я представил, как шатаются столбы в метели, как звенят провода, которые вот-вот перекусят прожорливой пасть. Так это я уже читал. Можно пропускать. О! Пригодилась записка с номером Тихонова, что я спрятал однажды. Заскрипел диск, отмеряя цифры. Это тот самый листок из холодильника в самом начале первого эпизода. Помним. Лаги? Никаких лагов. Это все VPN, наверное, опять твой. Накручивая на руку провод, я молил о том, чтобы участковый был на месте. Старший лейтенант Тихонов слушает. Прием. Голос прорвался сквозь рев стихии, тек по обледеневшей проволоке. Это Антон! Антон Петров! Ну, наконец-то улики понадобились. Действительно, я уже думал, что они за всю игру так и не понадобятся. И зачем мы тогда их все это время собирали? Молодое дарование. Помню такого. Ага. Правда? А то. Мы ж благодаря тебе задержали подозреваемого в похищениях. Правда? Мое лицо вытянулось от изумления. Задержали? Когда? Сегодня днем. Шастал голубчик неподалеку от кладбища, как заправский маньяк. А главное, точная копия твоего фоторобота. Безбровый, с заячьей губой. Выясняем, кто он и откуда. Сердце ёкнуло. А вообще-то там к нам направляются какие-то черные фигуры, он сказал. А мы тут пока спокойно болтаем по телефону. Выходит, нарисовав портрет этого верзила, я повел милицию по ложному следу. В смысле, по ложному. А пока его допрашивают, настоящие душегубы крадутся к нашему дому. Вдруг это не он? Он, родимый. А что, уже признался? Пистолет при нем был с глушителем. Еще мясницкий тесак, да строительный скотч. Прям все как по учебнику. А насчет черного гаража? Как же так, изумлился я. А вслух зачастил. Товарищ милиционер, мои родители пропали. Вы обязаны приехать и забрать меня с сестрой в участок. Нам угрожает опасность. Бегом! Слушай, пацан, в данный момент опасность сидит за решеткой. Я ее сам скрутил мордой в пол. Но я видел! Видел что? Чудовищ в звериных масках! Приезжайте, умоляю вас! Повисла пауза. Да ты вообще представляешь, сколько мне бумажной волокиты предстоит? Ну кто б сомневался. Задержание от тебя не хухры-мухры. А у меня всего 2 сотрудника, да и те еле на ногах держатся. Ну и нафига мы тогда этот телефон срывали в первой главе? К тому же урод этот пока ни в чем не сознался.
Ты понимаешь, что от его признания зависит жизнь похищенных детей? Пульсирующая кровь в висках оглушала, застилала глаза. В мозгах алым всполохом возник... Алым всполохом чиркнула истерика. Убери его, убеди его или умри. Понимая, что мне больше нечего терять, я пошел ва-банк. Оставкой были наши соли и жизни. Помните, вы рассказывали о своем племяннике, который хотел пойти в школу милиции и помогать людям? Так. Помню. А еще я помню, как просил тебя не совать нос куда не следует. Мне хотелось помочь вам в поимке преступника, но теперь... Кажется, я знаю, что случилось с пропавшими детьми. Я боялся, что лейтенант не даст мне закончить, но он молчал, ожидая. О, бумажки в участковой работе, это да. О, знающий в чате появился. Это да. Ветер рвал провода. Вова, Семен, Катя. Они все мертвы. Откуда такая уверенность? У тебя есть чем подтвердить свои слова? Я призадумался. Доказательства явно не хватало доказательств. Каких еще? Мы все собрали. Или это, в принципе, их в любом случае тут будет не хватать? Отчасти. Ну-ка. Но я видел своими глазами. Что же? Улики, пацан. Ты слышал такое слово? Мы собирали как раз для этой концовки. Но... Довольно. А теперь послушай меня. Или мы что-то пропустили? Не знаю. Забудь все, что ты там видел. Это ничего не доказывает. Да, мне достижение вылезло. Не собрал улики. Значит, мы что-то пропустили. Прекрасно. И что же? Вот это вот сейчас было обидно. Это реально вот все улики для вот этой вот концовки. Для вот этого вот разговора по телефону. И достижение подтвердило, что что-то мы не собрали. Фотоаппарат... Так нет, мы же тогда на прошлом стриме специально загружались, чтобы его выиграть. Может, что-то есть еще, что мы где-то что-то не забрали, о чем мы, может, не знаем. Перчатка есть. Номер телефона вот этот я сорвал. Кольцо забрали. Фотоаппарат выиграли. Вот сейчас вопрос. Протокол задержания, применение физсилы, рапорт доставления в участок, рапорт досмотра, протокол досмотра. Звучит очень муторно, оливка. Это пишется все вручную. Кошмар. Как так-то? Ну блин, мне придется гуглить тогда, получается, что ли? Чтобы уточнить, что же там может не хватать. Прям полный список этих улик. Или может где-то в этой 5 главе что-то появилось, что мы где-то, может, пропустили. Или может вы быстрее меня вспомните, что мы где-то могли еще не взять. Так, записка с номером телефона есть. Варежка есть. Я забыла про понятых, про при досмотре они должны быть. Еще больше всего всякого. Я понял, что мы не нашли. Даже 2. Во-первых, кассета Питера Пэна. Я не помню, мы ее доставали или не доставали. Где надо увидеть репортаж этот самый в комнате Оли. Вроде мы его доставали. Но второе это фотография косы Кати. Но это надо было нам идти по пути, где мы не звали Бяшу, или звали наоборот Бяшу с собой, и мы выходили на черный гараж, и там Катя вот это вот самое. Вот полный список, и вот все вот это вот. Вот с фотографией косы, вот это мы точно. И вот как раз для этого и нужен был фотоаппарат, собственно. Я еще думал, для чего этот фотоаппарат. Вот для этого.
И мы тогда, когда проходили на эту концовку старые эпизоды, то мы там пошли как раз по пути, где мы не звали Бяшу, и мы не вышли на гараж. Блин, ну тогда придется сейчас перезагружаться. Но сначала давайте посмотрим, что будет дальше, вот здесь, когда мы не собрали улики. А потом обязательно соберем все. Но это придется опять сейчас перематывать все заново, чтобы точно собрать. Ну ладно. Я сам видел такое, о чем в жизни не сообщу в отчетах. Досмотри это. Да-да-да, досмотрим сначала, что тут будет. Иначе меня примут за сумасшедшего, отстранят от работы и пиши пропало. Некому будет расследовать это проклятое дело. Вот тогда вы всем поселкам горячими слезами умоетесь. Попомни мои слова. В трубке раздался удаленный вой милицейской сирены. В общем так, у нас тут еще 2 срочных вызова. А ты хочешь помочь поймать преступника? Просто не отвлекай меня без причины, понял? Пожалуйста. Понял. Как я уже сказал, папа с мамой приедут с минуты на минуту. До свидания. Он хмыкнул и добавил с убийственной иронией в тоне. Коломбо. Угу. Ошеломленный я выронил пикающую трубку. Нам конец. На кухне буркнул, выключаясь холодильник. Лампочка мигнула, швыряя меня в беспросветную тьму. Но электричество остановилось через мгновение. Правда, теперь причудливые фантомы в прихожей, притворяющиеся тенью от мебели, словно стали ближе. Мертвые к мертвому. Живое к живому. Было зашептал я, но бросил на полусловие бесполезный заговор. Непогода горланила за дверной перегородкой. Кто бы ни шел к дому, скрипя снегом, это были не мои родители. Не они ползали по крыше, царапая, это уже тоже было. Заколотить, заколотить, заколотить. Посмотреть. Лишь смутные едва различимые силуэты на пороге. Надеты ли на них маски? Вроде бы нет. Шансы, что ночные гости помогут мне, равны шансам быть растерзанным в коридоре. Жулька просеменила из кухни и зло залаяла на дверь. Вот такого еще не было у нас. Лапы недовольно перебирали, цокая коготками. Так, ладно. Еще раз посмотрим, кто в этот раз к нам пожалует. Впустить. Сначала. Тут перемотка. Жулька лаяла громче. Да замолчи ты! Опа! Вы впустили друзей. Еще достижение называется Ромео и Джульетта. Ну это приятные гости, это да. В открытую дверь валились две сгорбленные фигуры. Замерзшие, приплясывающие от холода. Снег сыпался с их одежды и обуви, зубы стучали. Дрова колешь? У вас камин есть? Да, для вас есть все. Я опустил топор и бросился обнимать друзей. Эй, задушишь! Че на тебя нашло? Как вы здесь оказались? Я радовался, словно смертник, получивший отстрочку. Сбежали из дома. Надеялись, метель утихнет. А она только сильнее разыгралась. И еле дошли к тебе. А ты чего устроил? Рома таращился на кухонную дверь. С окнами? Ветер разбивал стекла, ну я и укрепил. Собака тявкала остервенела. Это она на Полину так? Ромка толкнул ногой. Жулька метнулась в темноту за лестницей и пропала. Надо же! Я думала, раз ты человек творческий, то руками работать не умеешь. Я смутился, а Ромка хлопнул меня по плечу. Наш Антон все умеет. Да-да. Сватать так точно. Только теперь я заметил набитые сумки за спинами друзей. И понял, что именно означала фраза «сбежали из дома». Так вы насовсем?
Ага, с концами. Я кое-какие шмотки загнал, чтобы на плацкарт до губернии хватило. О, мы что, идем путешествовать? Опять Рома пнул Жульку. Не опять, а снова. А там у меня дядька кабак держит, обещал пристроить. Кстати, было ли достижение у меня это самое, о котором ты говорил? Герасими Муму. По-моему, не было. Я смотрел список. Так что на Жульку мы еще обращаем внимание. Пиликнула? Не сейчас, я имею в виду, а в принципе. Ну-ка, сейчас гляну еще раз. Блин. Где это смотрится? Во. Герасими Муму. Нет, нету, что ли? Или я просмотрел, или нету? Или ну не так называется, может? Не, нету. Ну, значит, нас еще, может, оно и ожидает. Так что вся на мази. Я из города дедушке позвоню, все ему объясню. А оставаться здесь уже невыносимо. Разве ты не понимаешь? Я видел, что будущее пугало ее. Но видел и счастье в глазах Полины. Мне захотелось нарисовать ее такой, замерзшей на пороге между старой и новой жизнью, кидающейся в неизвестность, как в океан, и растворяющуюся там. Я больше не встречусь ни с ней, ни с Ромкой. Они уйдут и повзрослеют вдвоем. А я останусь в доме с заколоченными окнами на рубеже миров на границе древнего леса. Мы попрощаться пришли. Слышь, а родаки твои где? Он хмурился, глядя то на топор, то на темную лестницу. Что вообще происходит? Да, полная жесть происходит. Я оперся на перила. Хотелось поделиться с кем-то той тяжестью, что будто давила меня к земле. Оля заболела. Папа за врачом поехал, а мама в аптеку. Давно, часов 6 назад. 6 часов? А ты звонил в милицию? Ага. Сказали, что мама с папой скоро приедут. Сказали, дороги замело. Я ждал, а потом задремал на ступеньках, и ночь наступила. А тут вы. На мгновение воцарившуюся идиллию прервал натужный голос Оли. Они уже здесь. Прогони их. Тоша, пожалуйста. Там на полу твоя сестра? Да, ей не здоровится. Вы плохие. Уходите. Олю терзала горячка, населяя ее разум страшными видениями, от которых в жилах стыла кровь. Ты нам чего-то не договариваешь. Ну, естественно. Сейчас мы тебе все расскажем, какие мы тут поехавшие. Про все наши галюны, и ты же нам, естественно, поверишь. Ромка изучал меня внимательными глазами. Мне кажется, зря вы пришли этой ночью. Ой, кажется, сейчас мы будем вместе отбиваться от атак кого-то. То ли маньяков, то ли от очередных галлюцинаций. Мы в опасности. Кто-то ходит снаружи. Ищет, как бы попасть в дом. Полина зажала рукой рот. Маньяк? О, точно. Если бы. В смысле, если бы. За стенами громыхнуло. Мамочки. Тише ты. Это же просто ветер, так? Ну или Жулька, которую ты толкнул.
где-то там бесится. И из нее опять жуки вылазят. Возможно, буря выкорчевала фонарный столб из земли, и он рухнул под ее напором. Ромка сбросил рюкзак, за ним повторила Полина. Настрое. Мы вооружены. О, Да и окна заколочены. да, сейчас будет оборона. Втроем-то веселее, надежнее, неспокойнее. Здесь мы в безопасности. Пока. Как вдруг в доме погас свет. Ну, сейчас начнется. Задребезжав, вырубился холодильник. Тьма выплеснулась из-за кутков, поглотив Ромку и Полину. Я заморгал, цепляясь за перила. Громче застонала метель. Твою же... Он чиркнул зажигалкой. Зажигалка плюнула россыпью искр, оставив на Ромкиных пальцах запах металла, но пламя так и не зажглось. Ребята, слышите? А милиция на помощь не придет. Мы улики не собрали. А так-то могла и быть она, наверное. Ее выразительные глаза расширялись в немом ужасе. Звук флейты. Ну все, нам хана. В дверь забарабанили. От неожиданности я отпрянул к стене. Что ж такое? И опять крест упал. Град ударов сыпался на дверь, и она прогибалась, как тонкий лист фанеры. Словно десяток кулаков и ног одновременно бил по дереву. Это они! Они! Огни! Дверь плясала в коробке. С наличников сыпалась пыль. Ромкины глаза вылезли из орбит. Полина истерично визжала, закрыв лицо ладонями. Грохот оборвался так же резко, как начался. Черное распятие сорвалось с гвоздей и рухнуло к моим ногам. Тут же в голове судорожно пронеслась вереница тревожных воспоминаний. Колокольный звон из заброшенной церквушки на отшибе поселка, запылившиеся иконы на дальних полках в родительской спальне, бабушкин охранный заговор. Мне хотелось верить, что крест защитит нас от ужаса, пришедшего из морозного леса, что в мире, где по ночам бродят плотоядные чудовища, есть место священным оберегом, дарующим спасением от острых когтей и клыков. Взять. Вы взяли крест. Недолго думая, я схватил крест. Я готов был уповать на Бога, особенно когда за окнами бродила рогатая тень, жаждущая обречь нас на адские муки. Я ринулся на кухню, оттиснул друзей. Снаружи потянулся заунывный скрип, будто кто-то водит когтями по фасаду. Захлопали крылья. Ночь урчала, как исполинский желудок. И тут они вылупились из тьмы. Гадкие морды в щелях между досками. Это уже было. Да, это мы слышали. Полина завопила, зажав ладонями уши. Пусть они уйдут! Пусть они замолчат! И сейчас мы будем выбирать, кого из вас отдать им на мясо. Это какой-то бий начинается. Это все то же самое. Я судорожно схватил маску, словно она была дороже всех картриджей с играми на свете, и спрятал под жилетку. Поближе к утробе. Сомнительно, что действовал я по собственной воле, но мне было все равно. Друзья стояли ко мне спиной, закрывшись руками от животного кошмара. А сестра спала на полу, невинно посапывая. Никто меня не видит. Значит, самое время выбрать жертву. Ну, выбор жертв в этот раз побольше.
Жульку и Антона в этот раз нельзя выбрать. Хотя, когда я навожусь на нее, как будто ее можно выбрать, но нет. Интересно, если Олю выбрать, то в этот раз будет все то же самое, что и тогда, или что-то опять новое. Но с этими двумя точно что-то будет по-другому. Давайте Рома сначала. Полина, иди в спальню. Тут что-то. Никого не хочется отдавать, естественно, но придется посмотреть, что там да как. Там безопасно. Полина адресовала Ромке немой вопрос. Слушай, что он говорит. Спрячься и запрись. Скрипачка неуверенно кивнула, затем чмокнула его в щеку и побежала к лестнице. А Ромка, щурясь, провожал ее взглядом. Умолкли звери, только их когти чуть слышно скоблили доски. Я шагнул к другу. Скрытый во мраке топор завис над моей жертвой. Я вспомнил, как он хлопал меня по плечу, как говорил, что мы команда Вольтрона. Я не могу, нет. Мышцы окаменели. Что-то чужое копошилось у меня в черепе, испепеляя воспоминания. Вместо Вольтрона я представил мясного робота, лепленного из отсеченных кусков человеческого тела. Слюна потекла, да, это уже было вроде. Ему не будет больно, иначе нельзя. Так все устроено, твой черед кормить. Топор полетел вниз, ударил Ромку промеж лопаток. Ауч. Сотворил в теле бывшего друга вертикальную щель. Цветок с багровыми лепестками. Сука! Ах ты ж падла! Одежда вмиг стала красной. Рому повело вперед, топор висел вдоль спины. Я выдрал его похолодневшими руками. Полина! Полина, беги! Поздно останавливаться. Я снова ударил, теперь в основание черепа. Ромка повалился на пол, дико воя и кровоточа. Вы зарубили друга. Да уж. Он пытался еще ползти, булькая кровавыми пузырями, но очередным замахом я перерубил его шейные позвонки. Со второго этажа послышался голос. Оля шевельнулась во сне и спросила. Почему все красное? Громыхнуло. И одновременно с этим в доме зажегся свет. Гости. Эта дверь сорвалась с петель, раскидывая труху. Плотно, как санки, проехалась по коридору. Полотно. Они здесь. Вломились, чтобы сожрать Ромкино мясо. Я повернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с чудовищами древнего леса, и закричал на появившиеся в проеме фигуры. Вот ваше угощение, твари! Не трогайте меня! Жаль Рому. Да тут всех будет жаль. Каждого, кого мы будем выбирать, каждого будет жаль. Дети, все живы? Ну, здрасте. Ты же не должен был приехать. Антон, мы до вас еле добрались. Твои родители... Ну, нам капец. Лейтенант запнулся. Позади него скрипнул сдавленно пожилой милиционер. О, боже. О, боже. Ну, просто он еще мой любимый персонаж, да, я знаю. Я посмотрел в окно. Так что вдвойне жалко. Понимаю. Маски исчезли, вместо них в щелях полыхала милицейская мигалка. Лейтенант таращился то на топор, то на прилипшие к лезвию волосы. Подоспевшая со второго этажа Полина зарыдала и отшатнулась в ужасе. Кухня напоминала бойню. Тихонов застонал. Что ты натворил?
Я уронил топор и провел пятерней по лицу, размазывая кровь друга. Все не так. Я... Психопат. Это все звери. Они сказали, что мой черед кормить. Снег кружил снаружи, складываясь в силуэты великанов. Я не сопротивлялся, когда меня забирали. Смутно помню, что наручники никак не надевались на мои запястья, слишком тонкие руки, и холодные браслеты постоянно спадали. У милицейского на левой руке шеврон от ГАИ, но он участковый или оперуполномоченный вроде как. Вот не шарю. Да и зачем наручники? Будто бы я захотел сбежать в чащу, в лапы этих каннибалов. Меня запихнули на заднее сиденье. Я бросил взор на дом. У них другие шевроны. Ну ты-то шаришь. Метель обнимала его крыльями гигантской полярной совы. У дверей застыла, провожая меня зареванными глазами фигура Полины. Как она не поймет, что я спас ее жизнь? Ну да. Где мои родители? Об этом мы и пришли тебе сообщить. Что? Буран. Они погибли в автокатастрофе. Полный капец. Он посмотрел на меня тяжелым взглядом. Им повезло. Они не узнают, что ты натворил. Снежинки парили боже мой, у меня уже все. От этой концовки уже перед глазами все плывет. Снежинки парили за зарешеченными окнами УАЗика. Мигалка барахталась в темноте. В милицейском участке настольная лампа ослепила меня ярким светом, заставляя щуриться, ага, как в том самом меме. Тихонов мерил комнату широкими шагами. Его тень то наплывала на карту России, то обнажала ее просторы, которые мне никогда уже не изведать. Такс. Это Тихонов? Он прям тут сам на себя не похож. Кто, говоришь, заглядывал вам в окна? Звери. Алиса, совушка, медвежутка, волчик. Угу. Они были голодными, понимаете? И зайчик сказал, что я должен буду их накормить. Но мы улики не собрали. Тихонов бахнул кулаком по столу. Какой еще волчик, зайчик, блядь? Зоопарк на выезде, что ли? Я испуганно сгорбился. На меня смотри, щенок. Слыхал, что делает с организмом галоперидол? Я мотнул головой. Им колют психов. Мышцы скрючиваются. Адская пытка. Хочешь попробовать? Нет. А где эмблема на пиджаке? Неправильно форму нарисовали. Да, видать, не уточняли у знатоков, кто шарит за эту тему. Вот оливка им бы пригодилась. За что? Разве они не понимают? Разве не чувствуют, что обитает в лесу? На карте над макушкой лейтенанта темнела тайга. Глухая жуть, где ухают совы и скребут по льду заиндевелые пальцы мертвецов. Вы нашли следы? Они топтали в поле, во дворе. Они. Снова они. Участковый закатил глаза. Снегопад уже занес твою халупу по самую крышу. Ее саму хрен разыщешь, а ты следы. Спросите Полину. Она видела. Ты меня учить работать будешь? Спрашивали. Она видела баррикады, которые ты там соорудил. Но про этот твой зверинец ни слова не обронили. Как же так? Может, она заодно с чудовищами? Блин, тогда сейчас загрузимся, а ее отдадим чудовищам. Мне так сильно захотелось обнять Ромку, что я сгреб руками воздух и притиснул пустоту груди.
Тихонов многозначительно переглянулся с коллегой. А где там коллега? Голос лейтенанта смягчился, но я почуял подвох. Ты знаешь, что это? Он поставил передо мной пластиковую баночку с таблетками. Витамины. Ну да, ну да. А что такое шизофрения, знаешь? Психическое расстройство. Именно, сынок. Это болезнь. Ее сопровождают нарушения мышления, неумение управлять эмоциями, сны наяву. Я не понимал, о чем он. Какое все это имеет отношение ко мне? Да ты что, действительно? Есть лекарства, подавляющие болезнь, но они не всегда срабатывают. Я подумал, что надо бы прекратить тискать воздух, прекратить постоянно облизываться, но это было сильнее меня. Я видел черный гараж. Тихонов чиркнул зажигалкой, прикуривая. Я закашлял, а он только усмехнулся. Черный гараж — это байка. Я вот газету «Криминал» почитывал. Там часто про забугорных маньяков пишут. Создатели как раз сейчас переделывают 5-й эпизод. Переделывают, в смысле? Ну-ка поподробнее. Нужно попросить, чтобы форму правильно сделали. Да. Это тоже да. Ой, все неправильно, милиция у них. Да. Вот так вот, да. А еще депрессия, апатия и повышенная агрессия. Вот. Слуховые и визуальные галлюцинации. Многим людям не понравились концовки или рисовка. Да, я тоже где-то что-то мимолетом, буквально самую капельку услышал, что да, что кто-то недоволен 5-м эпизодом. Я-то еще почти что ничего не видел. Наверное, еще где-то меньше половины этого 5-го эпизода, или может половину, я не знаю, сколько мы уже прошли. Так что мне еще точно рано судить. И сейчас перерисовывают некоторые моменты или логические моменты поправляют. Блин, что потом придется еще раз перепроходить, что ли? Правда заключается в том, что лет 20 назад американец Герберт Маллен убил дюжину человек, чтобы предотвратить землетрясение. Другой его земляк, Ричард Чейз, пил человеческую кровь, потому что считал, что это спасет его от яда, который якобы кололи ему тайные нацистские организации. Я не знаком с этими людьми. Тон Тихонова был заискивающим, полным фальшивого сострадания. О, конечно. Ну, конечно. Создатели это признали. И перерисовывают некоторые моменты. Ага. Как я слышал и чуть-чуть видел, в некоторых концовках даже есть немножко нейросети. Ой, фу. Даже тут нейросети, кошмар. Видимо, придется, ну по-любому. В плане картинок. Ты уже что-то видел? Ты уже что-то себе заспойлерил? Специально или случайно? Но ты знаком с мальчиком, несчастным, глубоко больным мальчиком, чьи родители были на грани развода, и стресс усугубил болезнь. Он придумал говорящих зверей, подружился с ними. Тихонов затянулся сигаретой и выпустил облако дыма. Нет. Да. Мысли путались, в глазах двоилось. Я же прыгал с Алисой над лесом. Я был во дворце Деда Мороза. После исчезновения Семена мы обратили на тебя внимание. Такой странный, замкнутый мальчик, но нам не хватало улик. Даже когда исчезла Катя. Врешь! Я кинулся на гадкого омерзительного лейтенанта, но его напарник легко вернул меня в кресло. Я задыхался от возмущения. Капец. Во рту стоял отвратительный вкус, похожий на вкус сырого человеческого пальца. Но откуда я знаю, какой на вкус человеческая плоть? Я схватился за виски. Мозг будто раскалился чашей черепа. Мальчик устранял своих врагов, но зверям в его голове потребовалось больше. Они заставили его... Замолчите!
Тихонов раздавил окурок об пепельницу. Зарубить единственного друга. Я закусил от ужаса, оттягивая пальцами губу, терзая щеки. Семена ты нагнал в чаще после вашей стычки. Катю увел под предлогом поделиться каким-то секретом. Вову случайно встретил на прогулке в лесу. Боже, мы впервые в игре видим этого Вову. Возможно, ты хотел поиграть с его автоматом, а он не давал. Перестаньте! Сложнее с Сенечкой. Она пропала до твоего переезда сюда, и это долго сбивало нас с толку. Но я вспомнил. Не впервые, ну не считая ту фотографию какую-то там, в парочке моментах. Я больше не помню, и где его еще как-то по-другому изображали. Фотки были, ну да, там была одна фотка, еще галлюцинации в гараже были, но именно прям что-то отличающееся друг от друга. Твоя бабка похоронена здесь, не так ли? Сенечку тоже, кстати, кроме фотки, не показывали нигде больше. Это все не взаправду! Это все сон! Тихонов почти прижался лицом к моему лицу. Я чувствовал запах лосьона и табака. Он прошептал, рассматривая меня в упор безжалостными глазами. Ты приезжал в поселок в декабре проведать бабушку на кладбище. Там ты и приметил Сеню. Рваная одежда вдоль кладбищенской тропки. Я зарыдал. Тихонов сказал, отклоняясь, снова прикуривая. Ад — это наши воспоминания. Я не придумал бы тебе наказание хуже, чем просто помнить, что ты совершил. Ну, блин. Сколько мы, кстати, стримим? 1:42. Пока свет есть, пока продолжаем. Увести. Они обманули меня! Это все они! Пожалуйста, поверьте! Лейтенант! Конец. Ой, тут даже музыка другая в титрах. Надеюсь, не с авторскими правами. Надеюсь, не придется вырезать ничего тут. Блин, может даже послушать, не пропускать, а? Как думаете? Ну, нормальная такая концовка. Мне кажется, она, наверное, одна из самых каноничных. Просто Антон поехал головой, просто из-за таблеток, просто психопат. Ну, самое реалистичное такое, наверное. Ну смотри, ему 12, у него психрасстройство, и его просто в психушку определят. Не в тюрьму, а в обычную. Ну это да, понятно, его в тюрьму не посадят. Ну даже если ему было 20-30, пофиг, психушка и все. Но только более жесткая, наверное, психушка. Все-таки для детей, наверное, там свои какие-то условия, психушечные условия. Это та самая песня Алисы, про которую говорил Сайкона? Я не знаю, о каких он там песнях говорил. Я в этом плане не следил за каждыми его словами. Но мне нравится. Мне очень понравилась та песня Алисы, которая у нас
в начале стрима была, и это тоже нормально. Без заключения под стражу. Но сейчас мы загрузимся, посмотрим еще раз там, будет ли отличие сильные, если мы выберем Полину или опять Олю. Потом опять загрузимся на момент, пускать или не пускать их в квартиру. Что будет, если мы их не пустим. Там, наверное, будет все то же самое, что мы уже видели, но просто посмотрим, уточним мелочи. Если там толком ничего особо не будет, то будем опять пробовать улики найти заново все. А ветку с Полиной там полностью оставим уже на следующий стрим. И на следующем стриме будем там доисследовать все остальное. И может следующий стрим будет уже финальный. Потому что сегодняшний точно еще не финальный. Мы сегодня далеко не успеем все пройти. Тем более вы еще и говорите, что там переделывают 5-й эпизод. Не факт, что мы потом в будущем еще когда-нибудь не вернемся к нему опять. Еще перепройти там какие-то новшества, которые может будут, а может нет. По крайней мере, сильные. Продолжить. А вот и палата. В палате светло и просторно. И все белым-бело. Зима тут никогда не кончается. Кормят хорошо, правда, все такое жидкое. У многих моих соседей, которых санитары приводят в столовую, слишком мало зубов, чтобы жевать. Некоторым водят еду через трубочки. Я встречаю таких в коридоре. Грязные, они дремлют на скамьях или ногтями скребут стены. Те, кто плохо себя ведет, оказываются в мягкой комнате или того хуже, в подвале. Потом они становятся такими тихими, пустыми, как куклы. Я веду себя хорошо. И меня не бьют резиновыми палками, как других провинившихся. Однако соседи по палате бывают ко мне чудовищно злыми. Не все из них по-настоящему страдают Я стал забывать некоторые слова. Кое-кто просто скрывается здесь от армии. Эти силуэты задирают меня почем зря. Стимулянты задирают меня почем зря, прямо как мои бывшие одноклассники. Не могут затушить окурок о мое оголенное тело или под смешок заставить стирать их вещи. Однажды один такой деревенский детина подкрался, пока я спал, и чуть было меня не изнасиловал. И осуждаем, если что. С тех пор я почти не сплю. Я думаю о словах лейтенанта, какой же он глупый. Маски были на самом деле, и гараж, и танцы в лесу, и все-все-все. Иначе зачем бы я убил лучшего друга? А мне интересно, если бы вдруг убийства и дальше продолжались, даже после того, как Антона забрали в психушку, лейтенант бы ни о чем не подумал, что это мы тут ни при чем. Иначе зачем бы я убил лучшего друга? Ну не безумие ли? В коридоре кто-то кричит. Но мне без разницы. Я жду, когда наступит весна. Смотрю в единственное зарешеченное окно и боюсь, что оттепели больше не будет. Где-то тихо заиграла флейта, и тут я их увидел. Достижение Дурка зовет. Прикольное достижение. Безумный мир. Таежный волк нам не товарищ. Зима в этом году стоит лютейшая, и зверье в тайге словно с цепи сорвалось. Не успел поселок оправиться от школьника-психа, что устроил резню, как новая беда. Таежные волки терроризируют округу. На прошлой неделе волки утащили 2 ребятишек прямо с окраины поселка, вот о чем я и говорил. Свидетелей не оказалось, только кровь да волчьи следы, ведущие в лесную чащу. Местные говорят, что зверь нынче будто не такой, как прежде. Не боится ни огня, ни ружья. Водятся разговоры, что волки стали как будто разумней, ходят стаями, подманивают лайкой, а ночью слышен не вой, а будто кто-то хохочет. Охотники предупреждают, не ходите в лес без нужды, а детей и вовсе держите дома. Выйти в темный лес теперь все равно, что шагнуть к зверю в пасть.
Конец. Еще одна концовка. Я уже сбился со счету какая. Насчет Кати, Вовы и Сени у Тихонова есть лишь догадки, без доказательств. Но вот в этот раз мы доказательств еще всех не собрали, к сожалению. Привет тебе, кстати. Типока. Типока? Правильно? Вот доказательства, что эти звери существуют. Так, на всякий случай без спойлеров, если что, вдруг. Мы еще только сейчас планируем идти дособирать эти доказательства, которых там в этот раз нам не хватило каких-то, к сожалению. Тлипока, пардон. Спасибо за уточнение. Так, что я там еще пропустил? Его в отделение для буйных поместят, там двери на решетку запираются и на железную дверь. Ну, нам вот только что объяснили. Рассказали, что с ним сделали по итогу. Сидят поодиночке. В тревожном отделении можно относительно свободно гулять по заведению. По заведению. Это ты так назвала красиво? По заведению. Мне кажется, все будет так же, но вместо Полины будет в дверях стоять Ромка. Да, мне тоже так кажется. Даже двери не закрывают на ключ. Резиновые палки. Просто резиновые палки, как у милиционеров. Именно так. Но скрываются от армии в отделении тревожников. Оно не такое, как описывают. Короче, психушку им тоже надо переделать. Так, Оливка, записываем. Делаем списочек, это пошлем разработчикам. Они как раз, как сказал Эмикс, переделывают 5-й эпизод, так что вот. Делаем заметочки. Вот это поменять, вот это поменять, вот это поменять. Еще бы иметь контакты этих разработчиков. Это был бы уже сюжет Тетради Смерти. Как вариант. 5-е, по-моему, если считать концовку из 4-го эпизода. Да. Вот та из 4-го про Рому. Потом, где наши родители типа сбежали, а вся деревня вымерла. 3-я, где Заяц поглотил всю вселенную с планетами. Вот это вот все. 4-я. 4-я какая? Ну вот это 5-я, допустим, как ты говоришь, 5. 4-я я какую-то не забыл, видать, одну. Ты сам прочитал сейчас газетную вывеску. Да-да-да. Они эпизод 2 2,5 года делали. Это мы наслышаны, да. И мы столько же ждали. Как раз 2,5 года. Отойду на минутку. Давай. А мы пока как раз быстренько просмотрим то, что там было. Скорее всего, то же самое. Где нас Рома зарезал? Так это я самой первой посчитал. Вот где Ромка, где родители, типа, это самое... Где планетарный капец, 4-я вот это вот, а 5-я... Не по порядку, а по счету просто. Я какую-то, походу, забыл. Так, Полина. Ром, в кладовке на чердаке лежит кувалда. Тебе надо вооружиться. Сейчас принесу! Угу. Ромка сбежал вверх по лестнице и исчез на 2-м этаже. Ром, не бросай меня! Ой, не бросай ее. Ой, ошибка. Умолкли звери, только их когти чуть слышно. Так это мы уже тоже читали. Скорее, она ничего не почувствует. Я шагнул к Полине. И... Я вспомнил, как она играла на скрипке, окутанная божественной мелодией. Одухотворенная и волшебная. А мы этого не видели. Это же... В этом прохождении мы не шли вообще по ее ветке. Так что ты врешь. Ты этого не помнил, ты этого не видел. Это все ложь. Как смычок плыл по струнам. Я не могу, нет.
Мышцы окаменели. Это все тоже уже было. А вот этого не было. Вместо скрипки... Пригрязившаяся Полина вводила смычком по предплечью, распиливая его словно ножовкой. Ну, действительно похоже. Превращая кожу в лохмотья. Желтое подкожное сало лоснилось. Это все было. В последний момент Полина оглянулась, и я ужаснулся. Что я творю? Но было поздно. Топор полетел вниз. Вы зарубили любимую. Да какую любимую? Мы не по ее ветке шли. Ну, ладно, неважно. Лицо Полины смялось, словно мордашка резинового пупса. Фрагмент виска провалился внутрь, вдавив глазное яблоко. Носовой хрясь сместился от силы удара. Одним махом я уничтожил красоту Полины. Изуродовал музыку. Прекрасная мелодия стала хлюпанием топора в человеческих мозгах. Такое было. Сейчас сваливаются эти, и Ромка спускается. Вот ваше угощение, не трогайте меня! Дети! Антон, мы до вас еле добрались. О, боже. О, боже. Что, блин, там Ромка спустился, что он сказал? Подоспевший с кладовой Ромка зарыдал и отшатнулся в ужасе. Кухня напоминала бойню. Тихонов застонал. Что ты натворил? Я уронил топор и провел пятерней по лицу, размазывая кровь Полины. Все не так. Это все звери. Они сказали, что мой черед кормить. И все? Ромка даже не накинулся на нас кулаками. У дверей застыл, провожая меня озлобленными глазами Ромка. Милиционер вынес закутанную в одеяло Олю. Как они не поймут, что я спас их жизнь? Где мои родители? Об этом мы... Спросите Ромку. Он видел. Ты тут... меня учить работать будешь? Ну тут все то же самое, просто вместо Полины Ромка. Но про этот твой зверинец... Да-да-да, все понятно. Так, тут все посмотрели. Теперь быстро еще Олю глянем. Скорее, бегите на второй этаж. Проверьте окна и запритесь в спальне. Без тебя? Я безвольно озвучил шепоток вслух. Я заберу Олю и догоню вас. Ромка с Полиной переглянулись, но спорить не стали. Поторапливайся, братан. И они ушли, взявшись за руки. Ну да, все то же самое тоже. Вот вашу... Что ты натворил? Все не так. Ну только теперь эти вдвоем стоят. Это все звери. Они сказали... И нас провожают только не один, а вдвоем Ромка с Полиной. Ты меня учить... Но про этот... Так, дальше что мы планировали? Дальше мы планировали сюда вот посмотреть, что будет, если мы их вдвоем не пустим.
Кстати, я почитал, и 20 концовок, это включая из 4-го эпизода, то есть 19. Из этого плюс 1 из 4-го. Ага. Вот я тоже подумал, а 20 это именно новых в 5-м эпизоде или вместе с той? Теперь спасибо, что уточнил. А, ну опять то же самое, что было на прошлом стриме. Да? Или нет? Тут мы маску надеваем. Нет, тут уже что-то другое. Я принял ее пятерней, расчесал волосы, я чего-то торжественно водрузил на себя. Мое лицо — защита. И вдруг страх отступил. Он вышел из меня, словно нечто постороннее, давно роившееся внутри, за тонкими решетками ребер. Все кончится быстро. Придут тишина и покой. Я посмотрел на невинно спящую сестру. Единственное, о чем я жалел, что не увижу ее большой, когда наконец сможет осуществить нашу мечту — попасть в Диснейленд. Лапы покинули щели меж досок, уползли восвоясь. Звери ждали, нельзя лишить их ужина. «Прощай», — подумал я. «Прощай, девочка со скрипкой. Прощай, друг». Я был уже в коридоре, когда Оля окликнула сонно. Тоже? Я не остановился. Положил руку на деревянную ручку. Я толкнул дверь и шагнул в снегопад. Когда я проснулась... О, мы от лица Оли теперь читаем. Когда я проснулась, вьюга выла радостно и злобно. Тогда я подошла к двери, открыла ее и увидела во мгле братика. Он стоял неподвижно. Метель не смогла совладать с ним. Тоша! Тяжелая слеза сорвалась с моих ресниц. Черные тени носились вокруг, а потом набросились на Антона со всех сторон. Он почему-то не кричал. Даже я вопил от ужаса, а он терпел, словно прикусил язык. Наверное, чтобы не разбудить меня. Но боль была сильнее. Лютая боль, которая все-таки выдавала из него вопль. Звери жрали моего Антона. Налетали, ломали и раздирали. Когтями вынимали мешочки, тут же замерзающие на ветру. А вскоре крик умолк в метели, будто раненая птичка упала в снег и, наконец, отмучившись, умерла. Еще одна концовка. Кровь за кровь. А был ли мальчик? Пропал ребенок. Ушел из дома и не вернулся. Семья разыскивает Антона Петрова, учащегося 6 класса. Основные приметы. Рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, одет в серую куртку, темные брюки и вязаную шапку с надписями «Спорт». Пользуется очками для зрения круглой формы, обладающих сведениями о местонахождении Петрова Антона. Просим немедленно обратиться в редакцию. Это мы просто присоединились к тому списку разыскиваемых детей на той самой доске почета в школе. Еще одна концовка в коллекцию. Эмикс, ты записываешь? Это уже 6-я, как ты говорил? И опять новая музыка в титрах в конце. Ну эту картину мы уже видели на концовке с Ромой в 4-м эпизоде. Кажись, да, еще одна новая песня.
Но если я не ошибся, то да, уже 6-я. Отлично, тогда считаем. Когда все 20 посмотрим. Эта песня мне напоминает какой-то саундтрек из Ведьмака «Кровь и вино» дополнение. С пылью дорожной сольется прах. Но это мне тоже нравится, как и первый. Может окончаться боль и страх в загробных мирах. Перед тьмою неизбежной брось соломинку надежды ты сжимать в руках. Сколько не верь, не сражайся, не мучайся, не совладать с неизбежной участью. Сломишься, сгинешь, падешь и остынешь. Интересно, а те проблемы, которые у разработчиков были с музыкой или с чем там, не связаны ли как раз с вот этими вот песнями из титров? Или просто с какой-то фоновой музыкой в игре? Мне кажется, что как раз с какими-то или с какой-то из этих песен. Как вариант. Или они говорили где-то, с чем именно. Я не следил, повторюсь, прям настолько подробно. Все? Наши дни. Теперь главный герой Оля. Это что, она повзрослевшая, что ли? Ольга, ты уснула? Ух ты, Ольга. А интересно, а это может не какой-то там такой маленький намек, или может мы сейчас еще увидим на какой-нибудь Зайчик 2, в который главный герой будет Оля? Ольга, точнее, уже вот эта вот женщина или девушка, не знаю, сколько ей тут уже лет. Я не уснула. Спасибо, Оливка, что держишь нас в курсе. А помнишь, как звали отца Антона? Нет. Мать, помню, звали Карина. Отца нет, не помню. И вообще, говорилось где-то его имя? Вот, вообще не припоминаю. Я отклеился от окна, тайком утирая увлажнившиеся глаза. Мама в прихожей помогала Анечке разуться. Захлопоталась у плиты. Ничего себе. Вот вам и Ольга. На могиле Борисович. Ну я не обратил внимания. Ну, и Эмикс об этом же говорит. Я не обратил внимания. Я отвлекся на песню. Ну, потому что я, как и сказал, мы эту картину уже видели, когда 4-й эпизод проходили там после концовки с Ромой. И я думал, что тут ничего уже нового нет, поэтому я не усматривался опять на нее.
Старшая дочь просеменила в ванную. Такая большая, почти как я, когда мы переехали в поселок. А маму поцеловать? Сейчас, мамуль! У меня сюрприз для тебя! Мама вошла на кухню, снимая шаль с посеребренных волос. После смерти отца в 2010-м она быстро посидела, но морщины не лишили ее белой царственной красоты, былой. Теперь она часто гостила у нас в городе, в большой и светлой трехкомнатной квартире. Ох, метет. И как ты в деревне своей через лес ходишь по такой погоде? Привыкла уже. Вот недавно Тихонова встретили по пути, он сумки донес. Помнишь его? В памяти всплыл образ строгого лейтенанта, его сильные руки. Он выносил меня из дома в ту роковую ночь. Как он? Да старый пень. Зимней рыбалкой пенсию коротает. Да бездомных собак подкармливает, окаянный, спасу от них нет. А как садик? Утренник хороший был. Аня довольна. Вы-то тут как? Где муж? Так он в смену сегодня. Зато на празднике дома. А кто муж? Или они эту информацию специально упустили? Типа его нет дома, вот это вот. Антона еле уложила. Еще одного Антона. Опять бессонничает. Мечется во сне. Кошмары, что ли, снятся. А мы, насколько помним, этот самый зайчик, возможно, по наследству передается. Учитывая, что там про его маму, про вот эту вот маму что-то там рассказывали, всякое разное. Младенцы кошмаров не видят. Ну или не, там не было прям про маму, но какого-то родителя. Или предка. Неважно. Это колики все. Это все шизотеории. Что в сумках? По списку. Мясо для холодца, соленые Мясо. огурцы на винегрет, конфеты. Шампанское завтра куплю. И к празднику готовы. На плите засвистел чайник, аромат еды распространился по кухне. Я помешала жаркое. Ну вот. Глянула на дверь, в коридоре стояла девочка-лиса. Ложка выпала из рук. Мам, а я лисичка! Ну почему именно лисичка? Я сглотнула, принужденно улыбалась. Детская маска была обычным куском пластика с намалеванным носиком и усиками. Иди ко мне, солнышко. Аня подошла послушно. А как же мне тебя целовать в маске-то? А вот так! Я чмокнула в прохладный пластик. И непроизвольно вытерла губы предплечьем. Лучше сними. Ну я же лисичка! Мама наблюдала за внучкой, словно вспоминала что-то далекое. Призрачная улыбка озарила ее постаревшее лицо. Снимай, кому говорю. Кушать будем. Антоша заплакал за стеной. Ну вот, разбудила братика. Иди, я поставлю на стол. Лисичка Аня танцевала возле мамы. Ну хоть не лисичка Алиса. Я вышла в коридор и услышала позади. Бабуль, а давай в прятки играть? Кто водит? Ты! Бедные мои косточки. Ну давай. Раз, два, прилети сова. Я вздрогнула. По позвоночнику побежал холодок. 3, 4, 5. Время поиграть. Я зажмурилась, справляясь с внезапным приступом мигрени. 6, 6, 6. Неправильно там было, не так. Дыбом волчья шерсть. Я будто вновь смотрела в щели между досок и видела жуткую трапезу зверят. Родители сказали мне тогда, что Антон сам виноват, ослушался, вышел на улицу, пропал в буране. Но я-то знала. Где-то далеко, в деревне, дом скрипел тоскливо.
Он не изменился даже за столько лет. Паутина тьмы в углах, шорох на чердаке, а за окнами вечный частокол тайги. Там постоянно пропадал интернет и сбоила телефонная связь. Но что было стабильным, так это мгла. Я шагнула в детскую. Маленький Антон, названный в честь своего дяди, заукал в колыбели. Я почувствовала, как молоко прибывает к соскам. Следом ощутила давящую тревогу. Перед глазами голодные звери водили хоровод. «Мы танцуем», — говорили они. «Всегда танцуем и всегда хотим есть». Я приблизилась к колыбели и заглянула за край бортика. Сын водил в воздухе крошечными кулачками, но и на его груди лежала старая изъеденная молью маска. Я встретилась взглядом с пустыми провалами глазниц. Оттуда взирал сам мрак. Бу! Конец. Блин, эта концовка тоже, мне кажется, довольно-таки каноничной. И, как я уже сказал, такой небольшой, возможно, даже намек или просто моя хотелка, что на какой-нибудь там Зайчик 2, где мы будем играть за Олю, и там еще всякие причуды новые будут у нас. Продолжение истории, так скажем. Зверей и всей вот этой вот истории. Как по мне, интересный вариант. Так, давайте теперь вот это вот все, но теперь Оля. Может, тоже что-то другое будет. Или нет. Или нет, просто нас опять в психушку посадят. Как было с Ромой и Полиной. Ну вот то, что вот эта вот концовка совсем другая будет, когда мы выбрали Антона и их не пустили. Вот этого я не ожидал вообще. Ну не надо мне заново всю песню. Блин, она серьезно будет мне заново всю песню? Ну ладно, слушаем заново. Пока на фоне. Не, Зайчика 2 не ощущается, но чувствуется цикличность истории. Ну, кто знает, может через много-много лет. Ну или как минимум мод какой-нибудь. Если не официально от разработчика, то может какой-нибудь мод придумают. Как был же, мы проходили мод «Другая история» от мододелов каких-то. Может мод на этой основе сделают про Олю. Мне кажется, было бы интересно. Я бы прошел такое. Так, теперь еще раз. О, прекратилась песня. Теперь надо собрать, главное, все улики. Посмотреть, наконец. Посмотреть, наконец, ту самую концовку, ради которой мы... Зачем? Не понял, там что-то новое было или что? А, это надо сначала маму Мам, отвлечь, а потом забрать вот это, потом обратно, потом во двор. Взять. Так, еще раз, что у нас там было? Это да, это да. Кассету, главное, тоже не забыть взять, когда будем смотреть с Олей. И, кстати, еще одна концовка. Нет, это же та же концовка, просто это после концовки еще сцена после титров та же. Я уже думал, что это еще одна концовка была. Нет. Так, включить. Так. А тут что? Если вставить ее в магнитофон... Ну, я на всякий случай... Это самое...
Это настроить, да? И мы смотрим репортаж. Да. И он забрал кассету, правильно? Да, он, вот, положил, я увидел. Хорошо, теперь дальше все как было. Тут берем фантик. Берем угощение, то есть. От чего получаем фантик. Смотрим на мужика опять, чтобы потом фоторобот не забыть опять сделать. Дать отпор. Угу. Тут, допустим, Алиса, опять мужик. Дай свое сердце! Бля! Хотя, зачем я это делал? У нас же есть вроде сохранение, там, где мы просто Бяшу могли позвать с собой или не позвать. Да, во. Мы там кассету, по идее, тоже брали. Тогда давайте, может, с этого начнем. И просто там главное... Единственное, что мы точно пропустили, это фотка косы Кати. Так, зовем. Бяш, Ромка... Тогда мы находим гараж. Тогда мы тут с Катей опять вот эти приключения сейчас будем смотреть. Так, а вы сфоткали? Алло. А он сделал или не сделал? Так, условия какие? По идее, да, по идее сфоткал. Автоматически, там типа не надо было выбор делать. Ну тут так написано, по крайней мере, я так понял. Отказываемся. Отказываемся. Ох уж эти анимации. Это все сон, как мы помним. 5-й эпизод. Вы врачу... Так, тут опять на всякий случай будем пересохраняться. А то от того выбора, что мы Бяшу тогда позвали, может сейчас опять что-то будет отличаться друг от друга. Пересохраняемся на это. Пощадить. Ага. Не подождите.
А, это же сон, типа, да, все правильно. Все правильно. Да. Катя на самом деле померла, мы там да, все-таки кается. Просто, блин, тут голова просто идет кругом с этими выборами, концовками. Тут все так же, как и было. Единственное отличие будет там, где доказательства. И можно это пропустить. Мы начали на ужин достижений. Ну, извините. Держи крепко. Потом, кстати, еще вот тут надо будет загрузиться, глянуть, что будет, если мы примем. Это типа сон будет дальше, видать, продолжаться. Может, какая-то хорошая концовка там будет. О, позвонить. Все, перемотка заканчивается. О, пистолет при нем был. Прям. Товарищ милиционер, мои родители, вы обязаны приехать и забрать. Нам угрожает Слушай, пацан, я ее сам скрутил. Но я видел! Да, во. Как Катю перемалывает лезвие мясорубки. Видел что? Чудовищ в звериных масках! Приезжайте, умоляю вас! Повисла пауза. Да ты вообще представляешь, сколько задержания от тебе к тому же урод этот, пока ни в чем не сознался. Ага, не сознался. Ты понимаешь, что от его признания зависят жизни похищенных детей? Может, это реально не он. Пульсирующая кровь в висках оглушала, застилала глаза. В мозгах алым всполохом чиркнула истерика. Убеди его или умри. Так, это я тоже читал. Помните, вы рассказывали о своем племени? Помню. А еще я помню, как про... Мне хотелось помочь вам в поимке Кажется, я знаю, что случилось. Улики. Вова, Семен, Катя. Они все мертвы. Откуда такая уверенность? Я призадумался. Доказательств нам не хватало. Что? Отчасти. Но я видел своими глазами. В смысле не хватало? Ты издеваешься? Улики, пацан. Ты слышал такое слово? Но... Довольно. А забудь все, что ты... Я сам видел такое, иначе меня примут за сумасшедшего. Отстранят от работы и пиши пропало. Некому будет... Вот тогда вы всем посел... В общем так. Блин, ну... Чё, реально, что ли? Ну, давайте прям... Может, когда я тут загрузился, она вот сюда, может, там что-то где-то пропустилось или что? Так, вот сюда я загружался. Сохранялся, то есть. Может, все-таки не сфоткал? Но, блин, что-то где-то все-таки пропустилось. Ну, сейчас, блин, тогда, чтобы наверняка будем вот так вот отсюда перепроходить. Не загружаться никуда. Это прям с самого начала, это прям, чтобы наверняка прям. И перемотку я буду отключать, стараться. Оля, я тебе... Чтобы удостовериться. О, кассета есть, бумажка есть, перчатка есть. Хорошо. Взять. Мужик. Войти. Кольцо, да, тоже кольцо. Но мне кажется, мы как раз, когда тогда перепроходили на этот путь, мы все собирали. Дать отпор тут вроде надо. Но может быть еще быть такой вариант, что в 5-м эпизоде какие-то еще доказательства там появились, которых тут у меня не написано. Как вариант. Если мы сейчас еще и так ничего не даст нам никаких изменений, то только такой вариант остается. Отдай свое сердце! Бля!
послать. Так, сейчас второй раз мужик. Есть, дальше. Это уже третий раз даже мужик, а не второй. Значит, фоторобот будет. Давай быстрее. Третий эпизод. Сейчас печатка. Кольцо. На всякий случай сохраню, чтобы не опростоволоситься. То сейчас обидно будет с самого начала опять все начинать. Так, давай, ходи. Говорим о диких животных. Давай. Как известно, в наших лицах водятся волки, медведи, лисы. Людей они боятся и близко не подходят. Но бывает животные... Так, это есть. До свидания, лейтенант. Рассказать. Так, фоторобот. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Да? Да. С носом у нас пластырь, точно, да. И заячья губа. Прическа точно это, все. Ага. Так, сейчас фоторобот. Это фотоаппарат. Выиграть должны. Стоп. Главное не торопиться. Так, сюда пусть. Ой, Мерседес! Фу, блядь. Погнали. Хи-хи. Так, следующее. Следующее что, коса остается? Это есть. Да, следующая коса. Блин, как ты в этих сохранениях не путаешься? Что где? Если честно, если тут сильно замудриться, то я тоже запутаюсь, наверное. О, вот он положил кольцо или фотоаппарат в эту тумбочку. Или и то, и другое. Тут Ромка. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе. Да, давай дальше, учить в школе. Крепко-накрепко Четвертый эпизод.
Так, еще раз сюда пересохраняемся. Мы должны позвать Бяшку, Бяш, не- найти гараж. Войти в гараж. Включить. Опять. Главное перемотку отключить и удостовериться, точно ли он сфоткает. Каков мы же надо убираться. Нет. Он не сфоткал. Он не сфоткал. Что ты... А Никто не почему? должен... О чем ты? Никакой милиции. С Катю по частям. А я не... Ну ты... Говорю. Я Ничего. Попробуем только я зря. Бля, ну мне... Пожалуйста, кто-то... Хорошо. Нет, подождите. Он не сфоткал. Что-то надо по-другому сделать. Может, без Бяши? Без Бяши мы гараж разве находим? Может, я там где-то какой-то момент неправильно понял. Ну-ка, давай. Не звать, допустим. Нет, мы тут натыкаемся на этого, и он нас забирает. А если... Если Ну, позвать... Бяш, Ром... Но сюда милицию нажать. Этот нет. Ай, хрен только поп... Ну тут мы все равно не вернемся уже назад. Правильно? Что? А? Да? Ты бы... Ну, Ой, смотри. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, пяти... Я... Время... Ты... Ну... Не знаю, мы этих... Ива... Блин, перемотать нельзя. А чё? Хватит! Черный гараж. Вы еще... Не... Эхо... Да, знай... Блин. Давайте-ка внимательно. Положил ли он этот самый фотоаппарат, и может там от чего-то зависит, он берет его с собой или нет? Может, я там где-то что-то пропустил. А почему? Может, гараж осмотреть весь надо? Может, кстати. Но тут, блин, не написано. Фотография косы Кати. Угодишь в мясорубку. Фотографию Антон может сделать, если возьмет жвачку, правильно. Выиграет полароид, правильно. Попытается спасти Катю от смерти, ну. В итоге она погибает. Достает фотоаппарат и решает сделать снимок. Но у нас он не решает достать и сделать снимок. Может, потому что он его с собой не взял почему-то. Сейчас надо глянуть, что он с ним будет делать. Уточнить. Ну вот не надо сейчас проигрывать только. Ну спасибо, игра. Сейчас будем 10 попыток тут с этим возиться. Есть! Стоп. Мне же самому интересно, что там мы не так делаем. Харе делает то же, что и я. Давай быстрей. О. Так, я выиграл. Роб! Так, Везучий ты. Только писюн свой Спасибо. не фоткай. не сфоткаю. Так, и что он с ним делает? Положит домой тумбочку.
Это Для меня. и для... Вот как бывает, а ты. А А это чтобы это не, я... не про раньше. Это я еще. А мне Может, Да, гараж осмотреть весь? теперь Ну, так. возможно, но... Ну, вряд ли это должно как-то повлиять. Запал. Хоть. Может, где-то какой-то выбор был, где Ваш- он И мог его с собой только взять из- туда, а Ой. может, а мог не взять. Чё? Ну вот с этой косой явно что-то у нас не сходится. Это мы хотя бы определили, где мы что не взяли. Все остальные улики у нас есть. Блин. Так не хочется перематывать и опять случайно пропустить. С другой стороны, саму кляцать тоже долго. Все, Да, да. выключаем. Ты меня. А да... В копту? Да, поди... Не на- Так, открыть. Ага. Спрятал перчатку. Печатку Семена. Кольцо, да. А полароид? А где полароид? Он что, испарился, что ли? Я не понял. Что? Вот это я сейчас не понял. Может, тут Полину надо выбрать, хотя вряд ли. Это мы что, пойдем к ней домой или нет? Полина? Да. Он как бы... Не, я ведь сказал... Какое-то достижение еще. Полина... Может, вот это? Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко власть. Спасибо. Больше других выборов нет, что ли? Только Между этими Так это событиями. не хочет. ты ему... Ну, Ешь. Только Эй, если ты это. еще. Ну. О. Да, мы это, походу, в гости к ней идем. Но это, наверное, не то, что нам надо. Или то. Там же Рома может нас того самое, а может и нет. Может, этот вариант нам нужен будет. Но... Бай. Ну... Ой, блин, вот эта игра, которую, к сожалению, пропустить никак нельзя. Придется сейчас опять возиться с ней. Все остальные можно скипнуть, а тут почему-то никак нигде нельзя. В чем проблема было тут тоже скипнуть сделать? Это так. О, вот это сюда. Так, вот это сюда. Это нет. Вот это сюда. Допустим, это сюда. Вот это сюда.
Допустим, это где-то туда. Вот это сюда. Допустим, вот так. Вот это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда и вот это сюда. И вот так. Все. Вверху кнопка пропуска. Да? Значит, я слепой. Ну, значит, я слепой. Если ты про вот это, то это нет. Это обозначает то, что у меня скип включен. Вот это слева вверху, это нет, это не оно. Да вот, как с Семеном и Катей. Блин, нет, это не то, что нам надо, получилось. Ну, ё-моё, ну тогда я не могу. Давай я не так делаю. Ну, Ромка. Как детей не закричать, как мечты. Тогда нет кнопки. Вот и я так думал. Учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко в лоне. Ой, опять это самое. Ну, тут по-любому надо звать Бяшу, но иначе мы туда никак не попадаем. Тут идти в гараж. Включить. Стоп, вот. И тут давай, ладно, попробуем твою версию, Оливка. Просто потыкаем все, что можно. Может, это реально это влияет. На все вот эти штуки. Не сразу говорить нажимаем, а сначала все. Смотрим. Все? Все посмотрели. Поговорить. Пошли. Ага, давай догоним. Обожди. Ты скорее! Черт, выключи! Я сейчас! Не работает! Помоги! Ну тут опять то же самое. Если опять не получится, я буду гуглить. В чем проблема? А может в моменте надо фотку? Так там даже никакой кнопки, никакого выбора не было. Там просто диалог идет, и они решают выйти из гаража. Если не будет, буду гуглить. Просто идеи вообще все закончились. Все перепробовали. Какого хрена ты стоял, как мы же могли успеть? Надо убираться отсюда. Ну вот. Мы вывалились из гаража. Просто решили уйти. Ладно, я иду гуглить. Иначе мы слишком много времени потратим. Мы и так немало уже времени никуда потратили. Да, ну-ка, если это то, о чем я только что увидел, то это очень странно. Давай догоним. еще раз.
Мы сделали все, что могли. Во. Надо убираться отсюда. Ты свихнулся? Во. Нам нужны доказательства. Ну фоткай. Все. 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 Есть. Все доказательства. Идем наконец-то на что-то новое. Что ты сделал? А знаешь, что надо было сделать? Надо было просто сильнее нажимать вот эту вот кнопочку «Спасти Катю». Активнее пальцем кнопку нажимать, прям спамить сильно. Я до этого вроде и так активно нажимал, но, видимо, надо было прям мега сильно нажимать, прям лупить по мышке надо было. А то, как мы услышали, Ромка там в том варианте говорил, ты чего стоял как вкопанный, как будто я ничего вообще не нажимал. А теперь вот мы сделали все, что смогли, он сказал. Вот кто ж мог подумать, что от вот такого даже зависит такой важный момент зависел от этого. Я бы представить себе не мог. Видимо, для тех, кто очень хотел спасти Катю. Ну, видимо, да. Видимо, были те, кто не очень хотел ее спасти и просто ждал и наслаждался тем, как она там в парк превращается. Это, конечно, было неожиданно. Так, ну тут все точно так же, тут можно уже расслабиться. Пощадить. Вот тут была кнопка пропустить мини-игру. Вот в чем проблема была там так сделать? Так, все, внимание. Товарищ милиционер, вы обязаны приехать и забрать меня, сестру. Сохраниться. Опять. Вот сюда. Ну, если сейчас он опять мне что-то скажет, что опять чего-то не хватает, я буду бомбить. Нам угрожает... Но я... Видел что? Чудовищ, приезжайте, умоляю. Да ты вообще... Задержание от тебе не к тому же урода. Ты понимаешь, что от его... Понимаю, что тебе больше нечего терять, я пошел ва-банк. А ставка бы... Да, это было. Помните, вы рассказывали о своем... Это не новые. А еще я помню, как про... Мне хотелось помочь вам в Кажется, я знаю, что случилось. Я боялся, что лейтенант не даст мне закончить, но он молчал, ожидая. Ветер рвал провода. Сенечка, Вова, Семен, они все... Откуда такая уверенность? Первой была Сенечка, так? О, пошло новое, все. Наконец-то, да. У меня есть запись на видеокассете. Угу. Не знаю, что за передача и что за канал, но там репортаж о ней. И о монстре, названном хозяином леса. Ну, такое себе. Не доказательство. Может быть. Это передача. Такое себе доказательство. Когда казалось, что пауза до неприличия затянулась, лейтенант промолвил. Я тоже ее видел. Так. У меня тогда был сложный период. Ребенок этот пропал. У самих ни единой зацепки. Еще начальство вконец озверело.
Вот он заинтересовался. Вот я и пил, не просыхая. А когда ночью поймал сигнал с той чертовой передачей про Сеню, думал, белая горячка пожаловала. Сука, я даже в область катался телевизионщиков пытать. Они мне отворот-поворот, мол, не было такого в эфире. А, ну тогда да. Тогда вот доказательства конкретные. А ты говоришь, ее записал? Даже больше. В лесу, где заблудился Вова, я нашел варежку. И я клянусь вам, она кровоточила, пока я не принес ее домой. Не, ну это опять-таки твои глюки были. Ряд добровольцев из поисковых команд давали такие же показания. Мы тогда подумали, что у них помешательство, и отстранили от поисков. Но ведь я сам осматривал найденные вещи, и крови на них не было. Черт-те что. Говоришь, варежка у тебя? Да, и печатка Семена. Которую ты спер. Так вот, куда она делась. Ага. Ну, варежка могла быть чьей угодно. Вот и я говорю, такой себе, опять-таки, такая себе улика. На эта улика он вообще спер. Ты осознаешь, Антон, что похитил улику? Это вопрос к лейтенанту, откуда у него палец с печаткой Семена. Мне интересно, где, что, как. Откуда она там взялась. Так приезжайте, арестуйте меня! Вот. Мой голос звенел. И это еще не все. У меня хранится фотография с останками Кати. Самое главное, боже мой, ради чего все это начиналось, весь этот сыр-бор, боже мой, сколько мы на это времени потратили. 4-й жертвы этих тварей. О, достижение Шерлок. Собрали все улики. Это же элементарно, Холмс. Ватсон, точнее, боже, я уже все перепутал. Поймите, наконец, спасти детей вам уже не удастся. Они все мертвы, мертвы! Вот это уже очень важное доказательство. А вообще, если с ним был Ромка, то Ромка прям целый свидетель, если это реальность, а не сон какой-то. Хотите, чтобы мы с сестрой пополнили список? Я понял, что ору в трубку, испарина выступила на лбу. Ответом было только шипение. Алло! Алло! Конец связи. Это было. Заколотить. Сейчас к нам придут гости. Тихонов не мог приехать так скоро. И в этот раз нам никто не стучится, а прям звонят. Папа вернулся с врачом. Или мама с пакетами лекарств. А может, та голодная свора явилась ужинать. Но свидетели не особо любят. Много вымысла могут сочинить. Тоже знакомая ситуация, что ли, Оливка? Кто там? Кто там? Тишина. Так, и вот важный момент. Будут ли там опять Ромка с Полиной? И тут, ну, по-любому должны быть какие-то изменения. Но это настолько замороченная концовка должна быть какая-то, что столько улик. Все эти улики еще в старых эпизодах собирались частями. Ну, не зря же прям столько заморочек было. По-любому что-то должно быть новое, интересное. Так, только сейчас, и перед этим самым интересным, должен вас покинуть на 2 минутки. Не то чтобы перерыв, прям как в прошлый раз, где-то на 10 минут, но просто на 2 минуты. Быстро, прям быстро.
Все, я снова тут. Продолжаем. Ну, у меня нет, я-то в офисе сидела, а Егор с людьми непосредственно работал. А, то есть у него был неприятный опыт, наверное. Я так понял. Так, важный момент. Смотрим, пускать или не пускать. Ну, тут опять, наверное, придется смотреть и тот вариант, чем они вдруг отличаться будут ли. Давайте впустить для начала. Нет, опять эти двое. О, новенькая. Он сам был в гараже и знал о многом, но не обо всем. Мне кажется, зря вы пришли этой ночью. Мы в опасности. Это опять то же самое. Тут без разницы. То есть, а какая разница была, если улики собрать все или не все, если он все равно приезжает, как будто если бы мы в любом случае собрали все улики? То есть Тихонов все равно приезжал, даже если мы не все улики собирали. Это было бы логично, да, он приехал просто не очень вовремя, когда мы собрали все улики, но до этого же мы их не собирали все. Особенно фотографии мы без фотографий точно были. Участки ему предъявляют. А может быть, кстати, да. Мы до этого не посмотрели. Ну-ка, давайте тогда, если не пускать. Если то же самое, то, наверное, вся разница... Не, ну если вся разница просто там в итоге приговора его, ну, это мало, наверное, как для меня такой разницы. Учитывая, сколько возни требовалось с этими уликами. Если Оля... Сбежать, надеюсь, и еле дошли к тебе. А ты... С окнами? Ветер разбивался. Надо же, я... Наш Антон... Так вы... Ага. А там у меня дядька Каба, так что... Разве... Мы попрощаться... Что? Я хочу Оля уточнить заболела. кое-что. Папа давно... Ага. Сказал, я ждал. То ли А я тут- сохранение вообще загрузил. Да, Ты нам... мне кажется, зря. О-о-о. Был в гараже, да, значит все правильно. Им повезло. Ну тут даже перемотка есть, значит все то же самое он говорит, а ничего нового. У меня включено, да, только прочитанное. Мальчик устранял своих... Мы же все правильно сделали. Безумный мир. В чем разница тогда? Там даже достижения дали за все улики, ну. И зачем тогда? Вы обязаны приехать и забрать меня с сестрой. Нам угрожают. Я ее... Но я... Помните, вы... А еще... Мне кажется, все, они все Откуда? первые. У меня не знаю. Я
Я... А как... А ты говоришь... Даже больше. В лес. И я клянусь. Да ну не может быть, что ничего нового. Так ты осознал... Да по-любому. И это еще у меня Я надеялся, что прям... Они все мертвы. Хотите... Я надеялся, что прям что-то очень... Такая какая-то совсем новая концовка будет. Не с минимальными отличиями, а прям совсем новая. А тут вообще, что ли, отличий не будет? Мертвая к мертвой живой. Это вообще разочарование тогда будет. Зачем тогда столько было вот этой заморочки с уликами? Мы когда проходили еще старые главы, я еще тогда думал, что что-то должно быть по-любому завязано с этими уликами в 5-м эпизоде, что-то очень важное. Прям 100%. И что, это все? И мне кажется, я начинаю понимать, почему некоторые люди недовольны 5-м эпизодом. Если тут реально вообще почти никаких изменений. Да не почти, а вообще никаких изменений, буквально. Просто достижение дали за то, что ты собрал все улики. Молодец. Он по телефону рассказал ему про кассету, про фотографию, и все. Дальше вот все, что идет дальше, то же самое. Абсолютно то же самое, что мы уже 5 раз видели. Может быть, Жульку в начале эпизода убить или еще что-то такое? Чтобы ее типа тут не было в выборах, пускать или не пускать. Ну, может быть. Хотя, мне кажется, у нас просто останется один вариант впустить и все. Ну давай, чисто ради эксперимента, быстренько. Это только нам надо куда? Это опять начать отсюда, чтобы точно сфотографировать. Давай. Дай-ка. Опять долбим кнопку. Но, возможно, мы теперь никого не будем убивать. Ну, как вариант, конечно. Но мне прям вообще что-то не верится, что там вообще никаких реальных изменений нет. Но не мог же разработчик такой важный момент сделать почти никакущим. Какого хрена ты стоял как... Да в смысле стоял как вкопанный? Сколько мне еще кнопку долбить надо? Куда еще сильнее? Не мышку поломать или что? У меня уже палец устал. Какого хрена ты стоял? Я тебе сейчас ударю, как вкопанный. А дальше сохранения у нас не было после того, как мы это делали, черт. Зараза. А-а-а.
Там, блин, на одно-два нажатия, наверное, больше или меньше, и в этом такая разница, что ли? Опять не засчитала, походу, учитывая, что она опять улетела вниз. У меня палец отваливается уже. Сколько можно. Что, в этот раз еще не попасть? Надо было сохраниться после этого момента. Такой мини-игрой, ё-моё. Давай! Надо убираться Во. отсюда. Ты свихнул. Получилось. Это прям капец, как надо сильно лупить кнопку. Тут даже если кто-то захочет спасти Катю очень сильно, то у него не факт, что с первого раза получится настолько долбить эту мини-игру. Хотя подожди, если мы убьем Жульку, то там будет совсем другая, наверное, происходить это самое. Потому что там же мы типа как когда попали во сне, как этот сон был. Мы попали там в гараж, а потом оказалось, что Жулька нас нашла и вывела на нас полицейских. То сейчас там будет что-то другое уже из-за этого. Отличие. Потом, конечно, все равно окажется, наверное, что это сон, но в процессе вот это вот похищение нас, наверное, будут отличия. Так. Так, сейчас я еще хочу кое-что уточнить насчет света. Там все нормально, а то, возможно, сейчас со светом у нас будут еще проблемы намечаться в скором времени. Может, нет. Не, нормально. Можно не паниковать. Возможно, мы теперь никого не будем убивать, дадим зверям мясо Жульки, и мы не будем психом. Ну, вот сейчас узнаем. Оливка, я вижу, ты еще здесь. Придется нам этот эксперимент делать. Опять это жучара. Вот оно что. А, мы еще вот этого не видели. Мне говорили, что такое может произойти. Папа не кричал на меня, лучше бы кричал. Он выглядел страшно вымотанным и подавленным. Я пытался защитить Олю. Фух, хорошо. Помолчи, пожалуйста. Помолчи и послушай меня. Просто реально у нас может быть неправильно только из-за Жульки или из-за таблеток. Но таблеток у нас не было выбора, пить или не пить. Тут отпадает. С Жулькой, ну только да, единственный вариант, что с Жулькой, но сейчас я вот не понимаю. Все идет опять по тому самому или что-то другое. Учитывая, что я не могу перемотать, такого мы еще не видели, как минимум. Он брезгливо посмотрел на наволочку, ставшую мешком для трупов. Твоя мама не должна об этом узнать. Ты понял меня? Угу. Я сглотнул. Понял? Понял? Да. Понял. У нее и так забот полон рот. Я очень тебя прошу, выкинь эту гадость. Так, чтобы Оля не нашла случайно. Но... И отношение Оли к нам еще, наверное, поменяется, если она вообще проснется.
Сейчас же. Я пока все тут уберу и скрою следы. Лопату взял. Ага, вот уже такого мы не видели, но не знаю, повлияет ли это на то. Накинув куртку, я обулся и вынес жульку метель. Ветер толкал в спину, словно... А, ну это у нас сейчас как раз понимает маньяк. Только в тот раз мы жульку просто выводили из дома, отец нам сказал выгони ее, а теперь мы ее труп идем закапывать. Нас в любом случае сейчас маньяк типа словит. Мы будем в гараже, но теперь нас не выведет на наш след жулька. Интересно, что будет теперь. Пап! Мы последуем судьбе Кати и тоже колбасой станем. Возможно. А нет. А нет, вот. Как вы меня нашли? До этого все то же самое. А вот причина, как они нас нашли, какая будет в этот раз? Служебные овчарки кое-как на след вывели. Ой, ну серьезно? И это все отличие? Боже, ну я думал, что будет как-то покруче вот этот выбор, спасать жульку или нет. Ну там-то да, мы думали, что вот, если бы мы пощадили жульку, то она нам жизнь спасла. А если жульку не пощадили, так в итоге мы все равно выжили. Опять собаки. Ну да, ну какой тогда в этом прикол? Считаю, повезло. Ну конечно. Не круто это. Не круто. Погнались за уродом этим. Надеюсь, погрызут при задержании. Ну тогда хотя бы уточним, повлияет ли это, может, на те улики. Что там дальше будет. А может, тут надо будет пойти с Полиной, кстати. А может, там надо будет, когда мы с Катей будем в нее квартире, не принимать таблетки. Или наоборот, принять. Сейчас еще вот эти два варианта посмотрим. Я так и так хотел их еще посмотреть, но, блин, придется тогда сейчас. Ну, принять. Я разжевал таблетку и зажмурился, слушая шум метели и дыхание Кати. Тебе надо было сохраниться. Я сохранился. Вы приняли лекарство у Кати. Угу. Ладно, шеврон не ГАИ. Оправдан. А в прошлый раз какой был? Или ты просто теперь лучше рассмотрела? Перед Катей или Полиной? А до этого у нас где было сохранение? Блин. Ну ничего, промотаем. Там главное там не будет опять вот этого кликания мясорубки. Это самое главное. Но не плачь вымышленного ребенка. Меня бросило в жар. Я почувствовал губы Кати на лбу, а потом ее ладонь, заботливо гладящую меня по щеке. Спи, тебе станет лучше. Я позволил теплой волне подхватить меня. Засыпай. Мама позвонит твоим родителям. Я провалился в пустоту. Спи. Я с тобой. Спи. Оливка, а ты еще там не засыпаешь? А то уже поздно, и ты все еще с нами. Внезапно. А это что за концовка? И опять новая песня, что ли? Не, ну этого я вообще не ожидал. Ну ладно, новая концовка. Я сам в шоке, Эмикс. Это уже 7-я? Этого никто не ожидал. Ага. Интересно, чем это объяснять сейчас.
Мы уснули и не проснулись больше никогда, что ли? Может быть, кома какая-то? Сейчас узнаем. Ну, Катя в итоге живая. А не, блин, я запутался. Я уже сам запутался. Тут еще и перемудрили вот это вот. Там сон, там реальность, там галюны. Там нет нереальность, нет не сон. Нет не так, нет вот так. Там Катя жива, там Катю мясорубка порубала. Там нет, там да. Я уже сам начинаю с ума сходить. Ну, типа концовка с Катей. Возможно, сейчас напишут, что у нас какой-то передоз с таблетками, когда мы делали выбор, принять их или не принять. Он говорил, я не хочу, чтобы у меня был передоз там, поэтому отказался в прошлый раз. А возможно, тут как раз случился какой-то передоз, мы уснули и не проснулись. Или кома, ну или еще что-то такое. Что-то подобное сейчас будет, по-любому. Ничего нет. Вы потеряли себя, достижение. Сбежавший из комы. Пропал шестиклассник, впавший в кому после приема прописанных психиатром медикаментов. Об этом изданию сообщил главный врач районной больницы. Санитары скорой помощи безуспешно пытались привести мальчика в сознание. Однако 25 февраля в 15:00 он очнулся сам и незаметно покинул территорию больницы. Мы все это время в больнице были. Вечером того же дня исчезла его младшая сестра Ольга Петрова. Всех, кому известно местонахождение пропавших детей, родителей милиция просит сообщить по телефонам. Никаким. Угадал отчасти, да. Сцена после титров. Бесконечный лес на краю миров. Ветер, поющий детям тьмы песни вечного голода. О, как страшно. Стая предвкушает пир. Скоро мы будем ужинать, и начнется праздник мяса и костей. Как долго ты нес угощение, зайчик? Я вообще сплю. Пожаловать. Я вообще в коме. Мы рады тебе. Топор, истекающий красным соком мешок в моих руках. Наконец-то я дома. Конец. Сестра? Ага. Там рассказали, что она тоже исчезла куда-то там. Сестра. В этой концовке он тоже поехал головой. Так, давайте. Опять, Оливка, опять извини. Надо было сохраниться там, да. Сейчас выберем Полину. Пойдем с ней там. Или нет, или сначала давайте опять пойдем с Катей, но посмотрим, будут ли отличия там в конце, где только Жульки в этот раз не будет, а уже потом с Полиной. Попробуем. Но и все равно сохранится в этот раз. Ага. Это уже какая, MX, ты считаешь еще? Так, тут я сохранился. Так, ну тут все то же самое, значит, мы тут можем загрузиться вот сюда. Мне главное, что есть сохранение там между выбором Полины. Отказаться. 8-я? Наверное.
Позвонить опять. Так. Как из мертвой собаки вылезает огромное насекомое. Во, это тоже как улика, что ли, для него считается. Может, это тоже повлияет. Вот, кстати, да. Надеюсь, блин. Если нет, ну капец просто будет. До этого он вспоминал только вот Катю мясорубки, а теперь еще и вот собаку с жуком этим вспомнил. Как Катю переламывают лезвие мясорубки. Видел что? Чудовищ в звериных маск! Дальше все так же. Не, ну все равно пускать не пускать, даже без жульки в этот раз. Ну сейчас узнаем. Не впускать. Собачатина. Забирайте. Собачатина и жучатина. Так. У меня есть угощение! Я завопил, сжимая остатки паразита, засевшего в жульке. Дом шатался, как больной зуб в десне. Сдержал фундамент. Сквозняк дул в лицо. Я покормлю вас, обещаю! Только оставьте нас в покое! Ну, жук тоже в холодильнике. Да, там смешалось все в кашу какую-то. И собачатина, и жучатина. Пусть забирают, пусть жрут это мясо. И отстанут от нас. Метель замурлыкала, словно кошка, уставшая забавляться с мышкой. Да забирайте. Ничего не было видно из-за бурана, но я знал. Черные, едва различимые силуэты стоят на снежном поле всего в паре метров, паре шагов от меня. Стоят и терпеливо ждут, когда я брошу им обещанные явства. Хот-дог. Вы заменили угощение собакой достижение. Вот. Я швырнул собачатину в пургу, захлопнув дверь и кинулся к окну. Эмикс, ты оказался прав. Это действительно жулька на что-то повлияла. Не знаю, как там насчет Тихонова и улик, но, по крайней мере, что-то новенькое уже. Хищные тени налетели на остатки своего сородича. Разорвали ткани, вгрызли зубами в мясо. Они рвали и глотали, задирая головы к темному небу. Нажритесь же вы! Но они не нажрались. Первым от трапезы отскочил медведь. Он упал на бок и засучил конечностями. Это было бы даже забавно, если бы его движения несколько жуткими. Ну, что есть. Пережеванная кашица текла из пасти. Невкусно! Нам невкусно! Какие вы вообще? Вкусно, невкусно? Разбалованные прям вообще. Они причитали и выли, ползая на животах вокруг падали. А медведь, став на четвереньки, принялся закапывать мясо в снег. Я чуть не закричал, когда горящие глаза уставились на меня. Им дали еду на халяву, они жалуются. Вообще, оборзели. Звери бросились на баррикады, я отпрыгнул к друзьям. Каким друзьям? Мы их не пустили. Или надо было пустить? Когти полосовали дерево, тянули доски, но обломки мебели не поддавались. Или надо было их пустить, они были бы как свидетели еще. Лапы влезали в дом и хлопали по стенам. Слюна брызгала, клацали челюсти. А доски надежно держали, заставляя чудовище иступленно рычать. Оля, это друзья. Ну, Оля, это друзья, конечно, да. Шарованный Саня наш, жареного отведаем. Прожорливые твари. Будем корочку свою забирать, слабенькие. За досками мелькнул всполох света. Тихонов приехал. Гори, гори, ясно! А нет, это мы загорелись. Сейчас сгорим нафиг.
Я действовал быстро, насколько это было возможно. Будто во мне прятался кто-то более решительный и поспешный. Положив топор рядом, я извлек Олю из кокона одеяла. Она словно щурилась. Сонно. Те плохие зверюшки. Не бойся, все хорошо. Они не тронут нас. Еще как тронут. Пожалуйста, не думай об этом. Когда я облег сестру в курточку, воздух стал горячим, почти раскаленным. А о чем думать? Ну, не про Жульку теперь уж точно. Трещало занявшееся дерево, запах гари опалял легкие. Я утер под плечом. Дым уже полз по полу к нашим ногам. Надо торопиться, но нельзя паниковать при сестре. Помнишь, как мы отдыхали на даче? Ну, конечно, давай еще про Диснейленд поспоминаем. Помнишь, каким был крыжовник? Кисло. Ее личико сморщилось. А вода в колодце? Холодной. Но мне ее пить не разрешали. За стеной что-то надломилось, грохнув. В щеках мелькали тени. В щелях мелькали тени. Да-да-да. Я уже устаю. В щелях мелькали тени, звери водили погребальный хоровод. Пальцы сжались на рукояти топора. Жалкая защита от тех, кто пришел из-под земли. А малину помнишь? Помню. Я тогда про малину думать буду. Давай, думай. Думай и не оборачивайся. Я прижал ослабевшую сестру поближе к себе. В правой руке был стиснут топор. Дым выедал глаза, клубился на первом этаже едкий и вонючий. Я пинком отворил дверь и на всякий пожарный полоснул топором по воздуху. Порог был свободен. Давай, с боем на выход. Впрочем, видеть мы могли только метров на 5 вперед. Дальше сплошной стеной полил снег. Не отставайте! Кто не отставайте, Оля? Блин, тут явно задумывалось, что мы их должны были впустить. Ну прям разработчик другой вариант как будто не продумал. Где одна Оля? И мы побежали как никогда до этого. Дорогу освещало желтое зарево. То пламя проникло в опустевший дом. Дребезжа брызнули из окон заколоченные стекла. Оля едва перебирала ногами. Иногда я отрывал ее от земли и нес так, чтобы ее ботиночки болтались на лету. Света прибавилось. Я не оглядывался, но прекрасно представлял, как дом превращается в кострище. Как огонь пожирает мои рисунки, кассеты с мультфильмами, мебель и одежду. Пламя ревело хором с югой, искры уносились в небо. Что-то крупное промельчалось сбоку в буране. Налетевший ветер сорвал с Оли шапочку и унес прожорливую темноту, но я не осмелился обернуться. Мы перепрыгнули через поваленный столб. Казалось, десятки ос впились в мои щеки. Мороз терзал кожу. Легкие грозили вот-вот взорваться. Мы ринулись к лесу. Но твари были быстрее. Они налетели из пурги. Куда? Сова опустилась на плечи Оли и вырвала ее из моих рук. Я успел заметить, как округлились от ужаса глаза сестры. Птица швырнула ее на снег и спланировала... спланировала сверху? Что спланировала? Да за что Олю? Да почему постоянно Оля больше всех страдает? Я завопил. Хваткие лапы выскочили из сугробов, клешнями вцепились в мои икры. Я не мог броситься на помощь, я только с ужасом смотрел на кровавую резню. Ну вот. Планировать летать сверху вниз. Спасибо за уточнение. А то я немного не понял этот момент. Сова блеснула круглым глазищем и клюнула вопящую Олю в лицо. Разом откусила ее нос. Из обнажившейся дыры хлынул фонтан крови. Я кричал и царапал снег. Ну ё-моё. Сова клюнула второй раз, отрывая Олины губы. Верхнюю и нижнюю. Лоскутья повисли на подбородке.
Клюв цокнула в молочные зубы и выбил их. Теперь личико сестры было похоже на фарш. Блин, что в конце 4-го эпизода Оля больше всех пострадала? Наполовину ее там это самые, одни кишки оставались. Теперь тут это. Постоянно бедная Оля страдает. Сова клевала и клевала, очищая череп от плоти. А потом зубы впились в меня со всех сторон, выдирая клочья мяса. Нек окрасился красным. Несчастная Оля была еще жива и скулила тихонько в бурге. Я пытался рубить топором наотмашь, но каждый раз лезвие вонзалось в пустоту. Когти драли мой скальп, снимали шкуру заживо. В последний момент оскаленная морда лисы заслонила мир и подарила мне вечную темноту. Пострадала наполовину. Эх. Еще одна концовка, когда нас просто сожрали. Ну, Тихонова тут так и не было. И улики тут тоже как-то особо не повлияли. Значит, остается вариант, где надо было их пустить. Теперь откроем им дверь? Да, теперь этот вариант надо будет глянуть. Там тоже должно быть что-то быть другое. Может, они как-то отвлекут на себя зверей. И мы с Олей сбежим. Или мы отобьемся вместе. Не знаю. Вы были съедены. Да, нас сожрали. Стая убийц. Это уже какая? 9-я концовка? Жестокое убийство нескольких детей в лесу под поселком потрясло регион. Тела обнаружены в ужасающем состоянии. Почти ничего не осталось, кроме крови и осколков костей. Следы насилия свидетельствуют о беспрецедентной жестокости. Дети пропадали здесь и раньше, но теперь в лесу найдены новые улики, предположительно принадлежащие разыскиваемому лесному маньяку, подозреваемому в серии исчезновений и убийств. Так, ну давайте еще это глянем и будем, наверное, закругляться. Впустить. Угу. Во, собачатина также. Я обязан был задержать их, спасти не только сестру, но и друзей. Правильно. Все правильно. Тоха, ты куда, говорит нам Ромка. Не приближайся. Береги Полину и Олю. Собственный тон, твердый, командный, поразил меня. Наверное, во мне было больше от отца, чем я подозревал. У меня есть угощение! Ну ты не зазнавайся. Я завопил, сжимая останки паразита, засевшего в жульке. Дом шатался, как бы... Да, это было. Я покормлю вас, обещаю! Только... И прежде чем Ромка сообразил, что будет дальше, я отворил входную дверь. Нажритесь же вы! Так, Ромка говорит, что им надо. Им нужен я, Оля, каждый из нас. Догадка пригвоздила к полу, но первой ее озвучила Полина. Они нас сожгут! Валим отсюда. Гори, ясно! Стойте здесь! Это они? Не бойся, они не тронут нас. Еще как-то. Пожалуйста, не... О чем? Думай о Малине. Ромка кричит быстрее. Крыша вот-вот обвалится! А Малину помнишь? Помню. Я тогда... Думай. Нечем дышать! Мы задохнемся! Оля закашляла и посмотрела на Полину с Ромкой.
Да, давайте познакомимся сейчас, давайте, самое время. А где ваши маски? Какие маски? Скажи, что здесь есть черный ход! Есть! За мной! Впервые слышу, что у нас есть какой-то еще вход черный, о котором раньше не говорилось вроде как. Не отставайте! Теперь это логично звучит. Но даже несмотря на это, Полина не могла нас нагнать. Так, сейчас Полину, наверное, схватят. Перепрыгнули через стол. Так, все было. Так, на Полину с топором уставился вначале. Что там было? Я сбавил шаг, чтобы перевести дыхание, и в этот момент Оля рухнула вниз. Ее рука выскользнула из моей. Тут же заверещала Полина. Ага. Девочки барахтались в снегу, как в болотной топе. Оля была заодно с чудовищами. Полина провалилась по пояс, Оля по плечи. И с каждым рывком они уходили глубже. Блин, опять выбор, кого взять. Я застыл с недаемый страхом, глядя, как уродливые фигуры в ночи синхронно обернулись. А затем понеслись на нас во весь опор, всеми конечностями отталкиваясь от снега. Как в их прожорливой пасти исчезали искореженные пни, горбатые холмы, брошенные нами следы на снегу. Ой, секунда промедления и вечная ночь навсегда заключит нас в смертные объятия. Не, ну это вообще бессовестный выбор. Самый такой жесткий момент еще и выбирать. Как-то не очень нарисованы пальцы Полины. Может, это и есть те моменты, связанные с ИИ, искусственным интеллектом, о которых ты говорил. Может, тут вообще было где-то 6 пальцев, а они бегом-бегом один удаляли. Давайте сначала Оля. Полину должен Рома вообще спасать. Да, а где он вообще? Так, я выронил топор, упал на колени, вцепившись что ж такое? Окоченевшими пальцами в Олин воротник. Одно, наверное, неверное движение, и мой ботинок ухнет в припорошенную яму. Некому будет спасать сестру. Держись, Оленька. Вы решили вытащить Олю. Семьянин. Подоспевший Ромка схватил Полину за подмышки, стараясь вырвать ее из плена. Правильно. Я с тобой. Правильно. Твари мчались на фоне бушующего огня, расстилая перед собой черные тени. Девочки кричали, извиваясь в ловушке. Брось ее и беги. Беги, серенький, беги прочь. Сказал голос в голове. Я закричал, выдергивая Олю из ловушки. Ромка помогал Полине подняться. Прости меня. А если Я бы... обещала думать о Малине. А если бы я выбрал Полину, Ромка бы Олю спасал или нет? Или это только с Полиной так работает у него? Ничего, солнышко. Валим. Чё стоим? Стая нагоняла, рыча и воя. Я уже видел блеск их голодных глаз. Так чё стоим? Быром! Хватай топор и бежим! Давай, давай. Ветер озлобленно хлыстнул по нашим спинам. Душераздирающий вой уже настигал нас. И вдруг моя нога угодила между кореньев. Ну, как обычно. Острая боль пронзила ступню.
Я понял, что мы обречены, но виду не подал. Шаг другой. Повернутая нога опускала в мозг болевые ракеты. Оля таки оглянулась и застонала от ужаса. Я не желал знать, что она увидела. Деревья выступили из мглы. Просеченная дорога узкая, зигзагообразная, змеилась между коряк и корневищ. Здесь мы и умрем. Сестра сделалась тяжелой-притяжелой. Легкие сопротивлялись пытке. Мы больше не бежали, плелись. Что-то отчаянно бормотала Полина. Я встал, хрипя. 2 жутких горящих глаза вспыхнули во мгле просеки. И они приближались с бешеной скоростью. Это Бобик едет, надеюсь, ё-моё. Еще три пары глаз догоняли сзади, увеличиваясь. Мы окружены! Я сжал топор обеими руками, готовый драться до последней капли крови. У Рэмбо. А тут лицо не с помощью ИИ тоже сделанное, но даже не моргает. Эти трое это выглядят понятно, как обычно, и они моргают, а этот как-то отличается от этих моделек. Прям, я думаю, вы заметили. Ну и не моргает тоже, да. Ромка замялся на мгновение. Он стоял в стороне, будто раздумывая, стоит ли ему рисковать жизнью ради нас. В смысле? Вольтрон, ты чё? Чё, дрейфишь? Переводил взгляд то на меня, то на Олю, а затем, задержавшись на Полине, чертыхнулся и выхватил нож. Во, он же тоже вооружен. Ну вот и все, да? Это конец? Мы все при оружии. Полина сейчас достанет скрипку свою и смычком будет тоже затыкивать их до смерти. А Оля представляет малину. И это все, что ей надо делать. И тут нас ослепило. И тут приехал Бобик. И наконец-то то, ради чего мы занимались, все эти улики, наконец-то пригодились. Неужели? Я заслонился обухом и понял через миг, что это фары, подпрыгивающие на ухабах машины. Полицейской машины. УАЗик выскочил на перерез. Водитель тут же вдарил по тормозам, на лету открывая дверь. Это был Тихонов. Он таращился на нас ошалевшими глазами. Они тут! Убийцы тут! Машину! Живо! Фары боролись с наплывающим мраком. Я проследил, чтобы девочки залезли в салон. Пропустил Ромку. Красные огоньки мерцали за кустами. Деревья, горбатые ведьмы, склонялись над УАЗиком. Наконец я забрался в автомобиль и хлопнул дверью. В тот же момент что-то кинулось на боковое окно. Когти заскрежетало по стеклу. Какого? Вали! Гоним. Лейтенант ударил по газам. Снег брызнул из-под колес. Если машина увязнет, нас растерзают на части. Грязные дохлые твари проползли в лучах фар. По крыше забарабанил. Они сверху! Десантура. УАЗик сорвался с места, с хрустом что-то переехал. Так их! Так. Не задавая вопросов, Тихонов повел автомобиль по просеке, крутанув баранку. Стрелка спидометра послушно отклонилась вправо. Двигатель бурчал и работал исправно. Внезапно перед лобовником пронеслась сова. Я повернулся и обомлел. В нескольких сантиметрах от меня маячила изъеденная червями морда медведя. Он скакал за набирающим скорость автомобилем на 3 лапах. А еще одной пытался достать до борта. Это сколько у него лап? Фары пронзали темноту. Мы ехали по лесному тоннелю. Ветки царапали кабину, а параллельно дороге скакали загонщики в масках. И отставали. Я вскрикнул ликующе. У нас получилось!
Машина подскочила на кочке, колеса завиляли в снегу, и тут же автомобиль сорвался в канал. Ну кто тебя тянул за язык, а? Мир завращался, разрезаемый пучками света. Оля несколько раз стукнулась головой и заревела. Я же ударился виском о спинку сиденья. Топор зарикошетил от потолка, описал... Блин, сейчас топор еще удачно влетит куда-то. Описал дугу и застрял в полу между мной и сиденьем. Ну, повезло, что он не влетел кому-то в бошку. Кстати, шеврон оливка. Ты еще не спишь? Шеврон. Можно подробно разглядеть. Наконец громыхнуло. УАЗик замер. Встал. Черт! Тихонов дергал ключ зажигания. Долбаная колымага! Двигатель сдох! Он в сердцах ударил... В сердцах ударил по рулю, да. Все целы! Ромка процедил. Целый. Но в милиции может и такой. Полина сказала сквозь слезы. Да. Я ощупал хныкающую сестру. Больно? Забери меня отсюда! Думай про малину, про Диснейленд. Обжигающие слезы лились по щекам. Заберу, клянусь. На куртке 2 шеврона, на каждой руке. Бросив зажигание, Тихонов посмотрел вперед. Фары озарили гранитные плиты и витые кресты. Блин, ну самое время, да, на кладбище нам было заехать. Кладбище. Ну да, самое то для печальной концовки. Мы вторглись на территорию сельского погоста. Или пагоста, не знаю. Я вспомнил камеру, парящую над могилами, и окровавленные тряпки в снегу. События прошедшей недели мелькнули перед глазами вереницей жутких образов. Знала ли похороненная где-то там бабушка с ее бесполезными заговорами о зле, обитающем среди сосен? Под одеялом мерзлой земли бабуля защищена от безумия. Лишь снимок с надгробия будет бессильно созерцать кровавую расправу, когда чудовища доберутся до ее внуков. Первая твоя группа — ГАИ, внутренняя служба и так далее. Вторая — шеврон МВД с Россией. Ну, тот, который там на плече был, и понял. Лишь снимок с надгробием. Так это я прочитал, да. Я уперся ногой в сиденье, вцепился в рукоять и рывком выдернул топор, будто зуб у мертвого великана. Мы выбрались из искореженной машины. Отблески мигалки метались по могилам, отчего все вокруг заполонили кишащие тени. Я знал, что некоторые из них были живыми, клыкастыми и голодными. Например, та, что промелькнула за покосившейся оградой. Я похромал к лейтенанту. Они здесь. Тихонов молчал. Ух ты. Я обомлел, заметив, как он расчехляет автомат со складным прикладом. Впервые я видел легендарный Калашников так близко. Заученный движением лейтенант перезарядил оружие. От щелчка я вздрогнул. Разберемся. Да без проблем. Да, конечно. Ща расплюнуть. И не таких мочили. Ну, конечно. Вот это он на оптимизме прям не нравится. Даже музыка веселая заиграла от этого. Вообще расплюнуть. Да сейчас все порешаем. Вы не понимаете. Да это ты не понимаешь. Это не просто какой-то маньяк с тесаком. Они не люди, а чудовища в масках. В масках? Не может быть. Но ведь это был сон. Что? Во мраке заиграла флейта. В голове Тихонова что-то переключилось. Он одеревенел, приоткрыв рот, с пустыми глазами уставился в одну точку. Но только этого не хватало. О, а у лейтенантов точно есть автомат в любое время.
Мы об этом не знали. Я только знал, что у нашего отца есть в машине пистолет, про который пока что нигде никак не вспоминалось с тех самых пор. Возможно, это как-то вспомнится в ветке с Полиной. Потому что мы видели, собственно, этот пистолет, когда по ветке Полины шли в прошлых эпизодах. Если нет, то это разработчик упустил такую важную деталь. Узнаем в будущем. Что с ним? Испугался? Автомат повис безвольно, закачался на ремни. Больше было похоже, что у лейтенанта инфаркт. И я читал о таком в энциклопедии. Константин Владимирович. Сейчас Тихонов пугал меня больше, чем тьма среди крестов. Полина завизжала и прижалась к кромке. Оля, оставшаяся сидеть в машине, закрыла уши ладонями. Слышите? Оттуда! Его что, загипнотизировали? Крылья метели взметнули снег к небу, обнажая пейзаж из торчащих крестов. Высокая фигура в маске козла стояла между двух могил. По правую руку от него нахохлилась совушка. По левую пританцовывал медвежутка. Яни и Фара казались демонами. Козел развел в стороны руки, ладонями ко мне, к милиционеру и к моим друзьям. Поза жуткого существа была исполнена достоинства. Он возвышался над крестами, как древняя кладбищенская статуя. Снежинки липли к веткам, к ветхим маскам медведей и совы. Вкрадчивый голос был тих и в то же время звучал громче ветра. Столько мертвых в этой земле! Бесконечность смерти! Почва, промерзшая до костей! Игра слов. Время для игр и забав. Цыц. Медведь прикрыл ладонью нижнюю часть маски. Детишки, бедные детеныши. Бе-бе-бе. От высокой фигуры веяло полярным холодом. Козел указал на меня длинным пальцем. Хотя нас разделяло большое расстояние, мне казалось, коготь чудовища ткнулся в мой живот. Нет, в саму душу. Рука скользнула вправо. Козел обвел грациозным жестом Полину и Ромку, не забыв про Олю в машине. Отступники, мелкие предатели, полюбуйтесь на себя. Вы трясетесь от ужаса, а ведь сами могли наводить страх. Растопыренные пальцы сжались в кулак. Я бросил взгляд на Тихонова и обратился к нему мысленно. «Не стой, вспомни, что ты взрослый, у тебя автомат!» Но Тихонов превратился в еще одного скованного ужасом ребенка. На его бледном лице отражались тяжелые раздумья, словно он старался вспомнить что-то очень важное. Я больше не нуждаюсь в вас, бестолковые дети. Голос вожака... Голос вожака исказился от презрения. Стая почти в сборе. Костяная флейта засвистела, словно кнут. Тут же детские силуэты сменили изуродованные двери, заполнив все вокруг хрустом ломающихся костей и болезненных вскриков. Мои куколки, мои прожорливые детеныши. У вас могло быть все. Сила, свобода, власть. Вы могли стать ветром в черных кронах деревьев. Я пока не понимаю, к чему все эти разговоры. Темнотой, что ложится на пушистый снег. Вы могли допрыгнуть до звезд и попробовать их на вкус.
Я сглотнул, бросив быстрый взгляд на крошечный силуэт в салоне автомобиля. Тут же интуитивно отшатнулся. Когда козел произнес мое имя, его рот наполнился слюной. Ты мог быть ночным зайчиком, скользить во тьме с другими зверями древней тайги. Просто говорит, что мы бездарные и не примкнули к ним. Но все это время бежали за нами, чтобы сожрать, а тут начали вдруг разговаривать долгие, очень интересные. Интересно, чем все это закончится. Шанс утрачен. Я понял, давай уже к делу. Теперь вы всего лишь угощение. Поминальные пирожки. Пирожки? С вашей помощью родится настоящий зайчик. Это он про Тихонова? Или про кого еще? Нет, я зайчик. Я хитрый, голодный зверь, хозяин. Что-то чужеродное забилось внутри меня. Я прикусил губу, ощутив солоноватый вкус крови. То, что лес поселил во всех нас, было мыслящим мраком. Я увидел, как дрожат губы Полины, заметил гримасу страха, но и обиду на лице Ромы. О, у них, безусловно, жил этот дьявольский недуг. Истинный зайчик сожрет братика и сестричку и допрыгнет до луны. Козел отрыгнул. И даже на таком расстоянии нас обдало вонью ямы полной падали. Бейте в ладоши. Теперь у своры снова есть свой зайчик. Из прошлого поколения. Не понял. Наша новая старая подружка. Подружка? Надеюсь, она по-прежнему умеет играть. Из рукава козел вынул тонкую флейту, сделанную из берцовой кости. Долговязое чудовище поднесло музыкальный инструмент к губам. Из завываний ветра плелся стенающий звук. Сначала пробирающий до мурашек посвист, затем гул, низкий, отдающийся в зубах, рёв пробуждающейся тайги, словно что-то чуждое. Бог голода и смерти подал голос во льдах вечной зимы. Козел, медвежутка и совушка повернули головы к искривленным деревьям на границе кладбища. Я не хотел смотреть. Только вцепиться в Тихонова и кричать: «Почему вы стоите, ничего не делаете?» Милиционер взглянул на лес. Как и Полина с Ромкой. Я обернулся, стуча зубами от холода и страха. Тонкая фигура вышла из-за темных стволов. Это была женщина, явно взрослая. Потрепанная заячья маска скрывала лицо незнакомки. Или мы все уже знакомы? Походка, положение плеч и головы. Где я мог ее видеть? Я напрягал память, но правильный ответ ускользал. Оля прижала ладони к морозному стеклу и выкручивала шею, наблюдая за зайчихой. Ветер рвал ленты закопанных в снег венков и сдирал чешуйки краски с надгробий. Не глядя на нас, она проплыла среди ржавых железных пирамидок и истлевших деревяшек. Точно музыка была нитями кукловода, а женщина марионеткой. Сова и медведь почтительно склонили голову. Я не видел рта под козлиной маской, но мне казалось, вожак по-отцовски улыбается зайчихе. Она встала напротив чудовищ, снова смутив меня неуловимо знакомой выправкой. Козел
оторвался от флейты, но мелодия продолжала звучать, подхваченная ветром. Волчонок! Глаза в прорезах козлиной морды уставились на Рому. Я? Что? Полина обняла парня, защищая от пронизывающего взгляда. На моих глазах Тихонов повернулся к козлу. Тот вновь с еще большим азартом заиграл на костяной флейте. Нет, я. Ничего не понял. Морщины загладились на лице милиционера. Я подумал, что музыка проникла в его череп, заставив мозг оцепенеть. При этом она, хоть и пугала до одури, никак не действовала на меня и моих друзей. Бесполезный автомат Тихонова целился дулом в снег. Если бы глаза Старлея не были широко распахнуты, я решил бы, что он уснул стоя. Константин Владимирович! Тихонов не реагировал. Новое поколение недостойно вобрать в себя темноту. Ты, мой матерый волк Костик, бешеный зверь. Костик? Как было когда-то. Когда-то. Как будет во веки веков. В руке вожака появилась маска волка. Хищная личина отворила пасть, и мне никак не удавалось убедить себя, что это просто кожа, картон и шерсть. Вот что ты искал долгие годы, Костик. Вот почему ты пошел в милиционеры. Я прав. Чтобы понять, что случилось со мной в детстве. Воспоминания. Я верну их тебе. Ну не, в принципе логично, были такие теории. Я вот таких теорий не слышал, вот именно насчет полицейского. Про мать это да, это я сам строил такие же теории и слышал от многих такие. Но про милицейского нет. Константин Владимирович! Он все врет! Я схватил Тихонова за рукав. Казалось, передо мной пугало, кто-то ради смеха одел в милицейскую форму. Загипнотизированный маской и музыкой Тихонов ничего не слышал. Слезы скатились по моему лицу. Константин Владимирович! Это колдовство! Шел вон! Тихонов оттолкнул меня, вырвался и пошел по хрусткому снегу. Козел великодушно ждал, его пальцы заплясали по дырочкам в корпусе флейты. Голые ветки скрипели на ветру. Тихонов поравнялся с новым зайчиком и принял маску. Вспомни. Не надо! Милиционер стоял ко мне спиной, и я не видел, что он делает. Но когда он повернулся, волчья морда заменила ему лицо. Маска сидела как влитая, вторая кожа. Сова и медвежонок захлопали ладонями ритмично. Козел заиграл, этот ужасающий звук предназначался только ряженым. Люди в масках, пойманные в ловушку мелодий флейты, принялись покачиваться и притоптывать. Ах, как хорошо! Как в старые добрые времена. Ой, здравствуйте. Как мы давно не виделись. Добрый вечер. Какие у ваших деток забавные маски. Но голос точно подтвердил. Совушка и медвежутка польщенно заурчали. Вовремя мы собрались, друзья. Праздник близится. А какой же праздник без угощений? Не будем мешкать. Я бы с удовольствием, но у меня дела. Не может быть.
Вожак вонзил пальцы в ледяную корку и вытащил из снега мешок. Бурые пятна изморали холстину. Женщина и Тихонов качнулись к козлу. Привстали на цыпочки, дрожа от изнеможения. Угощайтесь. Полина ахнула. Меня бы стошнило, если бы желудок не был пуст. Из мешка посыпались человеческие кости. Часть из них были старыми и заплесневелыми, другие, наоборот, покрытые розовыми сухожилиями и комками заиндевевшего жира. Целая грудная клетка, с которой свисала жуткая красноватая бахрома недоеденной плоти. Нижняя челюсть с лоскутком белой щеки. Сколько шоколада! Надеюсь, ни у кого нет аллергии на сладости. Утомило. Не бывает никакой аллергии. Взрослые опустились на колени, зачарованно трогая руками человеческие останки. Сова восклицала, озирая дырявые черепа и хвосты позвоночников. Тихонов с трудом оторвался от мертвечины. Мне правда пора. Уйти и не узнать, почему тебя нашли в чаще и куда девались воспоминания. Желтый коготь ткнулся в угощение. Все здесь. Кости поглотили внимание Тихонова. Не ешь ты сухомятку, обжоры. Вновь нагнувшись, вожак достал из сугроба рыжий от ржавчины термос. В руках милиционера и женщины появились чашки. Повалил пар. Я же смотрел на медвежонка, в прорезах маски тлел бескрайний голод. Конечности выгнулись, а изо рта тонкой, непрекращающейся струйкой текла слюна. Наслаждайтесь. Ни в чем себе не отказывайте. Женщина хихикнула. Тихонов пригубил напиток, а затем, помешкав мгновение, потянулся к мясу. Словно эти двое и правда не понимали, чем угощает их монстр. Трапеза среди могил была чудовищным спектаклем. Я попятился, тень мелькнула позади. Ромка? Нет, он, как и раньше, обнимал Полину и озирался в панике. Я открыл рот, чтобы снова позвать Тихонова. Тень скользнула в метре от меня. Сова выгнула голову и защелкала клювом. Я отшагнулся, зловещая фигура растворилась во мгле, чтобы вновь возникнуть за спиной Ромки. Сова ходила кругами, не давая нам убежать. Стоило набрать в легкий воздух, как она выныривала передо мной, ухая и щелкая, мотая пернатой мордой. Пока я отвлекся на прихвостня вожака, Тихонов сунул под маску кость и зубами содрал с нее узелки жира. Женщина сосала костный мозг, как заварной крем из трубочки. Я застонал в унисон с Полиной. Тихонов вынул изо рта что-то красное, металлическое. Это Катина заколка! Я ее узнала! Понятно. Минус уши. Будто приступая к третьему акту концерта, козел запрокинул морду и выдул из флейты акустический хаос. Людоед в милицейской форме согнулся пополам. Рядом с ним сгорбилась женщина. Их словно било током. Мелодия прошивала тело электрическими разрядами. С ряжеными что-то происходило. Маски менялись, переставая быть просто элементами карнавала. Они превращались в морды, настоящие пасти открывались. Шершавые звериные языки трогали желтые зубы. Женщина с головой зайчика, мужчина с головой волка. Сейчас я начинаю вспоминать. О, а вот это, мне кажется, уже точно с помощью
и было сделано. Ну прям как-то вообще уже своеобразно выглядит. Или мне кажется? Мне было 6. А где у тебя глаза? Вот это или вот это? У тебя 4. Теперь я хорошо это помню. Но ритуал сорвался. Случился пожар. Все дети погибли. Кроме нас. А потом рогатый папа забрал наши маски. Он сжег их вместе с воспоминаниями. Ничто не гибнет в пламени без следа. Вы вернулись, детки. Совушка разъявила клюв, выпуская нить густой слюны. Медвежутка всплескивал лапами и раскачивался, как неваляшка. Тихонов запрокинул голову коротко и тоскливо взвыл. Ветер вторил ему. Тайга чует возвращение стаи. Мы почти закончили. Не хватает только лисы. Мой взгляд заметался в поисках Алисы. Он ведь говорит про мою таинственную подругу. Алиса придет и выручит нас из беды. Только ей под силу тягаться с блеющим дьяволом. Снег заносил кладбище. Рома заслонил собой Полину, но храбрецом-героем он не казался. Полина смотрела из-за его спины блестящим от слез глазами. Будь хитрой зверушкой, девочка. Встань на сторону победителей. Ну не. И тогда мы закончим ритуал. Опять я обернулся и опять не обнаружил рядом Алису. Ритуал! 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 Прыг-скок! Прыг-скок! Сжег наши маски! Тихонов опустил страшную вытяную морду. В волчьей пасти заскрежетали зубы. Внезапно он повернулся к вожаку. Я изумлился, услышав хохот, искаженный древней маской. Это Тихонов смеялся в лицо кошмарному козлу. А следом голосовые связки бывшего милиционера произвели холодящий кровь рык. Ты бредишь, рогатый! Ты был старым и дряхлым, когда учился выть на луну, а сейчас ты вовсе вышел из ума! Так. Сова и медведь онемели от такой наглости. И козел щелкнул зубами, не найдя слов, чтобы возразить мятежнику. Твое время вышло! Стае нужен новый хозяин! События набретают неожиданный поворот. Я не успел офигеть от всего, что тут и так происходит, а тут еще что-то более офигенное начало происходить. Козел заблеял, тряхнув рогами. Он наконец обрел дар речи, но голос его звучал неуверенно. Мой самый преданный пес! Как ты посмел? Самый верный из моих отпрысков! Разве ты не понимаешь? Я был вынужден избавиться от вас! Ты убил моих братьев и сестер и разогнал старую стаю! Верно. Я убил родных детей, но кто помог мне в этом? Ты, Костя. Иначе они съели бы меня, чтобы допрыгнуть до Луны. Ты выбрал верную сторону. За это
Я освободил вас. Козел обвел жестом Тихонова и молчаливую женщину. Освободил? Нет, ты предал нас. Сколько лет я томился в ожидании внутри этой мясной клетки. Костя! Заткнись, старик. Я говорю, меняемся. Бери мою маску, а я возьму твою. Символ власти. Я буду рогатым повелителем голодных зверей. Моя! А что, так можно было? Длинные пальцы вожака накрыли козлиную морду, защищая ее от посягательств. Сова и медвежонок кинулись к ногам хозяина, готовые грудью встать на его защиту. Зайчиха ощерилась, сгорбившись до земли, и угрожающе зашипела на Тихонова. Но его не беспокоило количество противников. Это мы проверим, рогач. Тихонов словно бы ведомой маской двинулся на козла. Славное угощение. Держи пасть шире, урод. Не хочешь по-хорошему? Давай, пали по ним с автомата. Вот это будет зрелище. На-ка, отведай вот этого. Что, серьезно? Пиу-пиу-пиу-пиу. Залаял автомат. Очередь изрешетила троицу впереди. Пули попадали в цель, но звери даже не вздрагивали. Лишь перья и клочья шерсти кружились в морозном воздухе, присоединяясь к снежинкам. Жалкое зрелище. Так цепляться за людские цацки. Мясом был, мясом и помрешь. Выклин кишки. Будем жевать без устали. Козел зажал флейту между клыков и заиграл. Он водил длинными пальцами по отверстиям, выдувая тоскливую мелодию. Мне кажется, Рома, Полина, Оля и Антон там просто офигели от вот этого спектакля просто. И вообще, повествование уже как будто забыло о них. Мы уже даже не возвращаемся, что они там делают, что они там в шоке, не в шоке. Мы тут уже свои разборки, другие смотрим. У нас уже другая интересная тут фигня происходит. Отвечая на ее призыв, зашевелились кусты и затрепетали ленты похоронных венков. Парились снежинки. Призрачные фантомы громоздились за чертой мрачного пагоста. Слюна засочилась из пасти чудовищ. Шкуры дырявились, раздвигались челюсти, набитые кривыми клыками. Лепленные опарыши закопошились в недрах масок. Твоя стая победила, старик. Что ж, поглядим, на чей зов явятся остальные. Он упал на четвереньки, а я отпрыгнул к машине, когда позвоночник лейтенанта выгнулся по-звериному. Тихонов задрал морду к пепельным небесам и завыл. Волна звука обрушилась на троицу спереди. Снежинки ускорились. Накренились пара крестов. Мелодия флейты и подражающий ей вой блеснулись, как два копья. Волосы мои стали дыбом, кожу покалывало. От чудовищной силы корежился металл УАЗика, искры сыпались с капота. Из тьмы вылетели две фигуры. Я решил было, что это мои друзья, но различил маски. Алиса и Волчик. Те старые, которые молодые, которые наши знакомые. Вместо того, чтобы накинуться на меня сзади и сожрать, эти двое ринулись на козла.
Я нырнул в машину и захлопнул двери. Правильно. Ну их нафиг, пусть сами разбираются. Мы тут ни при чем. Это их разборки. Оля плакала, я обнял ее. Мокрая личико откнулась мне в ключицу. Тоже, что с нами будет? Что, достаем попкорн и наблюдаем за ихними разборками. То еще зрелище. Они про нас вообще забыли. И вообще они могли бы просто свалить. Вместо того, чтобы стоять наблюдать или сидеть в машине, просто бы побежали куда-нибудь. Судя по громким звукам, снаружи грянула резня. Не смотри, закрой глазки. Она повиновалась судорожно, вздрагивая в моих объятиях. Я не смотрю. Не смотрю. Не смотрю. Стекла запотели. Я видел лишь тени, корчащиеся за окнами. Ночи в ней творящуюся бойню. А про Полину и Рому ты не забыл? Где они? Там еще ждут? Или в машине? Или они участвуют в резне? Алые капли крови окропили лобовик. Я стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони. Что-то тяжелое врезалось в капот. Замелькали лапы. Я не хотел смотреть на это, но и зажмуриться не мог. Если грязью я видел фрагментами... Если грызню я видел фрагментами, то слышал ее прекрасно. В метре от УАЗика рвались мышцы и трещала шкура. Несуразная ткань пошаталась совсем рядом, сбоку. Совы? Лисы? Нет, обеих. Точнее, совы, лисы? Нет, обеих. Блин, надо уже закругляться потихоньку. Мне уже и горло начинает болеть, я чувствую. И в принципе уже 4,5 часа мы сидим. Эта концовка что-то так затянулась, прям капец. Я думал, она быстро кончится, но мы тут уже немало времени с этими разборками сидим. Еще непонятно, когда оно закончится. Они сцепились в единый комок, в омерзительную двуликую тварь, и пожирали друг друга. Лиса засунула острый носик в образовавшуюся на груди совы дыру и ела ее требуху заживо. Под перьями был бело-розовый подкожный жир, отвратительные пласты, которые трещали под напором зубов и выпускали струйки черной крови. Прежде чем исчезнуть за правым бортом, твари вгрызлись друг другу в шею. Делаем ставки. Кто на кого ставит? Чья сторона победит? Интересно, интересно. Синюшная трахея высунулась, как червяк из шеи совы. Влажная трубка в волокнах разодранного мяса. Оля прижалась ко мне, дрожа всем телом. В салоне было холодно, но не стужа. А страх заставлял нас трепетать на заднем сиденье. Что они делают? Где мамочка? А мамочка там участвует, если что, да. Мамочка там, может, даже побеждает. Но не факт. Мамочка скоро придет. А она тут рядом. Я обнял сестру и прикрыл рукой ее глаза. Ресницы Оли дрожали под ладонью. Не смотри. Стекла милицейского автомобиля затянуло инеем. Я различал лишь смутные пятна, мечущиеся в пурге. Кто-то перепрыгнул через моторный отсек, прополз под днище машины, промчался справа. Тогда где папочка? Хороший вопрос. Насчет папочки, кстати, не было вроде никаких теорий, что он тоже в этом участвует. Насчет мамочки было, а насчет папочки нет. Может, он сейчас пистолетом придет, нас спасет? Хоть кто-то нормальный тут будет, а то, блин, мы надеялись на милиционера, а он оказался участвующим в этом веселье. Хоть на кого-то тут можно будет надеяться. Или маньяк он нас спасет, может. Ну, хоть кто-нибудь. Одно пятно преследующее другое. Дядя милиционер нас спасет? Не думаю, вряд ли он нас спасет. Насчет батька было только то, что он бандит. А ну это
По сравнению с всем вот этим вот, это не страшно. Я не был в этом уверен. Часть меня до странного хладнокровия и хитрая осознавала, что надежды на взрослых нет. Надо действовать самому, Тихонов проиграет. Он слаб. подумал я. Колдовство не берут пули. Против него действует лишь другое колдовство. Маска была спрятана под жилеткой с тех пор, как я забрал ее из лап чудовищ. Они хотели, чтобы я был частью их стаи. Но сейчас это не важно. Только я могу помочь друзьям. Надо спешить, пока они не стали кучкой костей в мешке с угощениями. Они зовут меня. В этот момент показалось, что я слышу заглушенные тихие голоса Полины и Ромки. Наконец он вспомнил про них, боже мой. Они все это время там стояли. Темный овал вырос за водительскими дверцами. Кто это? Будто что-то лицо ткнулось в морозное стекло и сразу же исчезло. Надень ее. Сказал я себе. Или не я? Это все еще мои собственные мысли. Олины слезы согревали ладонь. Времени в обрез. Я могу стать героем для Ромы и Полины и для сестренки. Но без чуда мне их не спасти. Продолжая закрывать Оле глаза, я вытащил маску. Кто ее создал? Кто поселил в нее зверя? И что этой мрачной силе нужно? Я вправду хочу срастить с тем, о чем не имею ни малейшего представления. Это же как облиться бензином, поджечь себя и кидаться на противника. Не думай об этом сейчас. С обнимашками? Не мешкай. Как было в какой-то игре, то ли в Days Gone, то ли где. Вроде в Days Gone был такой, который тоже себя поджигал и бежал на меня с обнимашками. Твердил внутренний голос. Я осторожно отнял руку от Оли. Сестренка зажмурилась и спросила, не глядя. Куда ты? Никуда. Я здесь. Я всегда буду здесь. Да не, Рома же это волк нового поколения. Он там участвует, видать. А Полина, кажется, Алиса. Я уже, запутался с этими новыми, старыми. Маска казалась такой приятной на ощупь. Ее изнанка манила. Мурашки покрыли кожу, предчувствия охватили. Так бывает в детстве, накануне Нового года, когда ты еще веришь в магию и доброту бродящего под луной старика. Я поднес маску к лицу. Пальцы Оли окольцевали мое запястье. Я слегка покосился на сестру, сталкиваясь с ее умоляющим взглядом. Не надевай ее! А выбор будет? Ты не понимаешь. Это наш шанс. Это ловушка. Плохое не может сделать хорошо. Она подыскивала слова, чтобы убедить меня опомниться. Оля видела что-то такое, чего не замечал и я. Может, это все тоже какой-то глюк, и это просто они такое сделали, чтобы нас заманить, чтобы мы в этот раз уж точно надели маску. Раз мы до этого никак не хотели ее надевать. Остановись! И что потом? Похороним близких, если сами доживем до похорон. В дверце справа от меня яростно заколотили, так что Оля вскрикнула. Размытая пятерня шлепнулась о стекло, ногти соскребли иней. Ручка трещала под напором того, кто рвался в салон. И вот очередной выбор. Там еще будет выбор, выбирать Полину или нет, или Олю выбирать. Ой, что-то мне кажется, что это еще тоже, даже если мы сейчас сделаем выбор, то концовки тут еще не намечается, там еще что-то продолжится дальше, учитывая, что мы и так уже на этой концовке засиделись. И я прям не ожидал, что она настолько будет прям длительной и настолько разрастется дальше во всякие такие подробности. Может, конец? Может, и все? Да. Это я и хотел как раз только что предложить, потому что уже 4,5 часа, у меня уже час ночи, у меня уже горло отваливается, у меня уже
Мозг плохо варит, я уже почти на каждом слове запинаюсь. Я уже устал, если честно, так что давайте реально на следующий раз продолжим с этого момента. Посмотрим там другие варианты, которые у нас там остались позади. И также посмотрим ветку с Полиной. Насчет там ветки с изгоем я не уверен. Прошли мы ли ее уже, когда смотрели ветку с Алисой, или там еще что-то другое свое будет. Короче, постараемся на следующем стриме посмотреть либо все, что там осталось, либо сколько сможем. Здорово. Блин. Ну почему всегда случается так, когда только я хочу заканчивать стрим, сразу в этот момент захаживают какие-то новички, какие-нибудь люди. Или ты не только что зашел? А им. Привет. Или ты все это время был, просто смотрел молча? У меня уже 2, а завтра еще учеба. Блин, тем более обидно, да. Понимаю. Еще до более поздна сидеть тем более не хочется. Ладно, еще тогда, когда мы в прошлый раз сидели, там была суббота на следующий день, никуда не надо, можно было сидеть хоть до поздней ночи. А сейчас уж нет. Я только зашел, а мы вот собираемся заканчивать, потому что уже 4,5 часа сидим, у меня уже горло болит столько читать. И уже поздно, и я уже устал, и в этот момент ты заходишь. Ну, в любом случае, я уже, наверное, не буду через силу стараться еще что-то посидеть. Придется на следующий раз оставлять. А тебе могу предложить только либо... Если тебе хочется посмотреть еще у меня, то либо остаться на канале до следующего стрима, либо, может, записи глянуть, если интересно. А на сегодня я уже все на сегодня. Пересмотрю стрим. Тогда приятного просмотра. Ух. Это уже просто далеко не в первый раз я заметил такую закономерность. Только я, собираюсь заканчивать стрим, уже чуть ли не прощаюсь. В такие моменты часто постоянно кто-то захаживает. Такой, привет. А я такой, привет. И пока. А мы уже все, мы уже заканчиваем. Прям закон подлости какой-то. Ладно. Спасибо всем, кто был на стриме, кто, может, смотрел его молча, в чате ничего не писал, кто активничал в чате сегодня, кто ставил лайки на ютубе или дизлайки, может, вдруг. Тем, кто в записи смотреть будет стрим или пересматривать, а им тебе, например, всем тоже спасибо. Всем до встречи на следующем стриме. Не знаю, будет ли он уже финальным или нет. Возможно, кстати. Если по времени будет такой же, как сегодняшний и прошлый, то, может, мы успеем уже на следующем зафиналить не только 5-й эпизод, а в целом всю игру. Прям пройти все, что можно. Попробуем. Еще не знаю, какой он по длительности будет. Там будем смотреть, что по свету будет. И также не знаю, когда именно этот стрим будет. Надеюсь, скоро. Все. Всем спокойной ночи. Кто ложится спать, кто нет, просто удачи там. Всем до встречи. Всем пока-пока. Я вечно буду с тобою. Лица, как листья, летят в ледяной ночи. Можно носить любовью. Да не пугайся, не стой предо мной столбом. Маски меняй, здесь миллионы милых. Нет ничего скучнее, чем быть собой. Это под силу только костям в могилах. Флейта играет, и тени смыкают кольцо. Над догорающим прошлым метель хохочет.